хотелось бы все-таки сохранить тот базовый фундамент и базовые принципы. Это то, что отличает образование от обучения или подготовки. И не зря в системе образования, в федеральном законе 273 эти два уровня образования обозначены как два отдельных уровня: среднее профессиональное образование и профессиональное обучение. К сожалению, эти понятия начинают путаться, и в какой-то степени мы, когда формируем, тоже общались с экспертами, общались с современными институтами развития, и мы понимаем, что граница между ними стирается. Но здесь важно понимать, что образование – это все-таки целенаправленный процесс. Я не говорю, что это длительный. Тут не может быть никаких обозначений по времени, да, что есть подготовка, она там должна длиться 3-10 месяцев, а образование дольше. Нет. Мы не должны руководствоваться сроками, а мы должны руководствоваться тем наполнением, содержанием и теми принципами, которые заложены в этих двух понятиях. Система образования – это все-таки элемент, который в своей сути содержит еще компонент образования. Я вчера почитала внимательно проект концепции нового проекта «Суперкампус», почитала про систему подготовки кадров. Я работала в этой системе, это родная для меня территория. 42%, если не ошибаюсь, обучающихся, поступающих в колледжи региона, это выпускники 9 классов. Мы понимаем, что это ребята, которым по 15, 16, а то и 14 лет. Готовы ли мы сказать, что это сформировавшиеся личности, которым не нужно ничего, кроме hard skills, да, условно, если это назвать. То есть мы просто готовим их определенным навыкам и больше ничего. И мы говорим, что то есть все цели, компоненты воспитания, компоненты формирования личности, формирования общих компетенций – это исключительная прерогатива школьного образования, и школьное образование с этим справится без системы среднего профобразования. И даже те интегрированные образовательные программы, которые осваиваются в пределах среднего профобразования, среднее общее образование, могут ли обеспечить те самые формирования личности молодого человека, когда мы сильно сокращаем сроки. Ну, то есть человек приходит, поступает в колледж в 15 лет и условно через 2-3 года завершает обучение в 17 лет. Мы видим в нем человека, даже педагогов, какие еще у нас специальности, которые… Готовы ли мы принять вот такое новое будущее? Об этом тоже стоит задуматься. Я бы хотела призвать коллеги при формировании, проектировании новой модели системы образования не забывать про такие вещи в том числе. В общем, все. Я желаю продуктивной работы и надеемся, что новый образ будущего и новая модель системы среднего профобразования, она действительно обеспечит светлое будущее и развитие Республики Саха-Якутия. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Марина. Вот невозможно рассуждать о будущем образования, не имея, конечно, такую точку зрения, как точку зрения государства, а как оно видит направление развития. Но самое главное, все, что мы будем делать и сейчас, и в будущем, надо рассматривать с точки зрения триады, 3 различных точек зрения, 3 различных позиций. Мы уже услышали позицию с точки зрения образования. Мы услышали позицию с точки зрения департамента, который отвечает за среднепрофессиональное образование со стороны власти. Эту триаду замыкает самый важный кусок. Кусок про экономику. А что происходит в индустриях? А что поменяется? Вот министр в своем выступлении сказал, что и у нас меняется
сырьевая направленность на сервисную, а может быть еще и на знаниевую. И как экономика поможет нам в наших задачах, какие запросы экономика ставит перед нами, как перед образовательными организациями, мы узнаем из первых уст. Ваши аплодисменты, министр экономики Майя Данилова. Доброе утро, уважаемые слушатели и участники Foresight сессии сегодняшней. Я посмотрела в программе, кроме меня есть выступление Алексеева Ирины Дмитриевны, она расскажет про пространственное развитие, Максима Терещенко, да, он тоже очень глубоко погрузит вас в перспективы развития базовых отраслей. Анатолий Семенов тоже будет выступать, расскажет про IT-отрасль, цифровизацию, креативную отрасль. Афанасий Савин, тоже он здесь уже присутствует, тоже про креативную интенсивность, да, практически они съели мой хлеб, да, я поэтому сейчас, наверное, так достаточно быстренько пройдусь и расскажу про приоритеты. И когда мы формировали стратегию, о чем, ну, почему мы выбрали эту стратегию, почему эти приоритеты были обозначены. Напомню, что стратегия была у нас уже утверждена законом республики в декабре 2018 года, и какие вот глобальные тренды мы анализировали перед тем, как обозначить нашу стратегическую цель и нашу миссию, да, миссию Республики Саха-Якутия. Афанасий, сразу тебя предупреждаю, мы использовали твои слайды в части глобальных трендов. Да. Какие глобальные тренды, тенденции были проанализированы? Вы о них знаете, они у всех на слуху. Это новый центр экономического развития, это рост численности в целом человечества, роботизация экономики, рост цифровизации и глобальное перераспределение талантов. Нам очень понравилось. Афанасий, мы вот прям все, что у вас было на тот раз на слайдах, мы использовали. Это было почти 3 года назад. Да, новые центры экономического роста. Что мы видим? Здесь на слайде представлено и видно, да, что Китай, Индия превращаются в основные локомотивы мирового экономического роста, появляются мировые центры в Азии, и для нас это, конечно же, преимущество, для нас это окно возможностей. Но прогнозный период чем будет отличаться, да, до 2035 года? Тем, что темпы роста вот в европейских странах и в Соединенных Штатах Америки, и даже в Азии, они будут не такими высокими, какими они были в начале 2000-х годов. Что это для нас? Это снижение спроса на наши основные сырьевые товары, да, на алмазы, на алмазно-бриллиантовую продукцию, на нефть, и это нужно учитывать. Также нужно учитывать, что и Китай, он уступит в своем лидерстве Индии. Да? Почему? Потому что в Индии огромный сейчас потенциал человеческий и огромный рост спроса. И для нас, поэтому, вот смотрите, макроэкономическая цель для Российской Федерации, да, в связи с чем, почему Владимир Путин объявил, что Дальний Восток – это национальный приоритет на все столетие, это потому что основные рынки сбыта, АТР, вот они у нас под боком, это наши соседи. И если Российская Федерация, да, в среднем по стране ставит своей целью добиться экономического роста там, в 3%, в 3,5%, да, это все равно выше, чем мировая экономика, но наши соседи развиваются более высокими темпами, и темп роста более 6% уже будет более таким приемлемым для дальневосточных регионов, чтобы реагировать на увеличивающийся спрос в Азии.
Так, для Российской Федерации тоже вот видно вот левая гребенка, да, что все-таки те факторы, которые определяли высокие темпы роста экономического в начале десятилетия, высокие цены на нефть, на экспорт сырьевых ресурсов, они уже сходят на нет, и дальше уже потенциальный рост будет определяться теми возможностями инвестиций, которые удастся привлечь, да, в тех очень сложных условиях, в условиях высокой конкуренции за инвестиционные источники и увеличение несырьевого экспорта для Российской Федерации. Это большой вызов, в том числе, конечно, и для нас. Поэтому активная инвестиционная политика сейчас тоже, вы об этом слышали, у нас на Дальнем Востоке мы немножко вперед идем, у нас внедрены и торы, и рипы, да, которые сильно увеличили, повысили инвестиционную активность в целом для дальневосточных регионов. Но сейчас вот происходит трансформация тоже инвестиционного спроса в целом по стране, и внедряются такие новые инструменты, как соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Да? Технологии, конечно, это тоже большой вызов для Российской Федерации, и для нас то же самое. И это повышение таких факторов, это повышает производительность труда. Поэтому мы очень большое внимание также уделяем и национальному проекту повышения производительности труда. Преодоление дефицита трудовых ресурсов и тоже, вот то, что касается обучения, человеческого капитала, да, это также один из факторов дальнейшего роста. Что в глобальных трендах? Человечество все-таки растет очень быстрыми, более ускоряющимися темпами. Мы в своей стратегии тоже это учитывали. И согласно прогнозам ООН, численность населения в мире увеличится вот с 7 миллиардов 600 миллионов человек в 2018 году, уже до 8 миллиардов 700 миллионов человек в 2032 году и практически до 10 миллиардов в 2050 году. Это очень высокие темпы. Вот этот прирост населения, экономический рост создают все-таки спрос на ресурсы, несмотря на то, что все говорят, вот нефть, она уйдет в прошлое, да, газ тоже уйдет в прошлое, не совсем, потому что человечество растет, спрос растет в бедных странах. Африка, Индия, а они, когда будут переходить на технологии 6-7 уклада, тоже это долгая история. Соответственно, мы в своих прогнозах заложили, что все-таки спрос на нефть будет сохраняться в период до 1935 года, да, возможно, там дальше что-то сильно изменится, на газ тем более, потому что сейчас переходит больше на цуги в Азии, да, очень высокий спрос. И вопрос, конечно, в том, будет ли спрос на алмазы. Здесь тоже различные мнения, но тем не менее есть такое понятие, как вариативность. Да? Человечество живет дольше. В Японии уже, в европейских странах свыше 80 лет продолжительность жизни. Да? В Индии, вот там, где сейчас источники роста, в Нигерии, там, в африканских странах, сейчас это все, конечно, ниже 70 лет, 60, но тенденция общая, что старение населения происходит. Это значит, что на самом деле то, что растет человечество, это потребление продуктов питания возрастет, поэтому мы свой агропромышленный комплекс и чистые, да, экологичные виды продукции забывать не должны. Да. К 2025 году вообще прогнозируется, что 2/3 населения будут проживать в регионах с дефицитом питьевой воды, потому что вода станет таким же стратегическим ресурсом, как нефть. Технологии, роботизация, цифровизация – это, конечно, номер один. По оценке McKinsey, в ближайшее время до 50% рабочих операций, да, в ближайшие 20 лет в мире будут автоматизированы.
Но это не означает для нас, что какого-то повального роста безработицы, потому что мы понимаем, что местное население, когда идет в промышленность, оно, значит, это не такие большие масштабы. Если роботизация приходит в нашу добывающую промышленность, это означает только одно, что нужны будут те кадры, да, квалифицированные, которые будут заниматься автоматизацией этого процесса, управлять, да, внедрять искусственный интеллект, нужны будут программисты. Да, и нужны будут люди, которые будут управлять этими роботами, а это наше конкурентное преимущество. Так, ну и технологии, конечно, дают такие возможности для нас. Это для создания умных населенных пунктов, да, для того, чтобы снижать, обнулять фактор транспортной отдаленности и энергозависимости. Что мы сейчас имеем в нашем бюджете? У нас очень колоссальные бюджетные расходы на транспорт, на обеспечение топлива, да, на энергоресурсы, на тепловые источники. Технологии должны сократить вот эти расходы, и эти расходы нужно направлять на развитие человеческого капитала, на здравоохранение, на образование, да, вот на то, что связано с талантами. А что же происходит с талантами в мире? В мире происходит глобальное перераспределение талантов. Да, включилась? Таланты утекают туда, где комфортные условия, где прекрасные условия для ведения бизнеса, где ну, климатический, конечно, тоже фактор играет. Да? Поэтому, когда мы думаем о своей миссии, почему наши люди, почему мы ставим цель добиться того, чтобы стать лидером по конкурентоспособности человеческого капитала. Для чего? Для того, чтобы они уехали? Да? Нет. Для того, чтобы они уехали и обратно приехали, чтобы они были людьми мира, жили здесь, там, жили в Сан-Франциско, жили в Китае, в Индии и не теряли корней, и здесь тоже работали. Да? Вот на самом деле задача глобальная такая. Для этого должны быть комфортные условия жизни, для этого должна быть возможность перемещаться по миру, да, спокойно, и должна быть возможность общения с миром, интернет, доступ к интернету, к связи, да, и почему человек здесь должен остаться, потому что его предки здесь, культура здесь, да, и вот это тоже нужно воспитывать, и это все в образовательном процессе, все с нами. Так, ну вот почему-то дальше не двигается. Да, и для нас это тоже, у нас для этого есть возможность, наши ресурсы, индекс развития человеческого капитала, один из самых высоких, 6-е место среди регионов Российской Федерации, 1-е место на Дальнем Востоке, высокий образовательный уровень населения, да, доля населения с высшим образованием почти 1/3, и эта доля растет. Так, экологический фактор. Не буду рассказывать, все знают, да, что у нас уникальная экосистема, но в городе Якутске, да, город Якутск, к сожалению, по своим выбросам входит в десятку таких вот негативных городов Российской Федерации. Несмотря на то, что мы считаем, что у нас хорошая экология, у нас есть куда двигаться в части зеленой экономики тоже. Так, ну и уникальное наше конкурентное преимущество – это природно-ресурсный потенциал. Несмотря на то, что, да, будем развивать креативную экономику, IT и все на свете, да, все равно база наша – это уникальная минерально-сырьевая база, она дает нам доходы, 60% всех налоговых доходов консолидированного бюджета – это недропользователи, около 20 недропользователей. Ну и отсюда ответ на вопрос, кто мы в этом мире, какая миссия республики. Мы считаем, что к 2050 году
это территория успешных людей, чистую природу мы должны сохранить, да, и развить такую экономику, которая бы стала примером успеха северного региона на международной арене. Цели стратегии соответствуют целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций, да, и что это предполагает? Это предполагает идею о том, что развитие нынешнего поколения не должно идти вразрез с интересами будущих поколений. Если мы развиваем нашу минерально-сырьевую базу, осваиваем ее, это должно быть экологически безопасно. Да? Мы должны оставить после себя то же самое, во что пришли. Стратегия строится вокруг ключевой ценности человека. Я уже сказала, да, что стратегическая цель – это лидер международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Мы тут с министром образования иногда общаемся в том понимании, что когда мы говорим, что экономика для людей, для образования, да, либо образование для экономики, все, конечно, взаимосвязано, но все-таки человек, он первичен, и конкурентоспособность человеческого капитала, она достигается через взаимосвязанную цель, да, обеспечения комфортных условий жизни, эффективного управления территориями. Все-таки база – это базовые отрасли конкурентоспособные, и не сырьевой экспортно-ориентированная экономика тоже, об этом тоже много говорит. Сохранение природы, я уже повторяюсь, да, для будущих поколений. Что касается самой стратегии, как она сейчас реализуется, сейчас мы движемся практически так, как спланировали. В 2018 году мы только думали и надеялись на крупнейшие, допустим, объекты здравоохранения, которые удастся реализовать. Да, они сейчас уже в действии, в смысле, стройка идет полным ходом. Тоже к 2022 году, в этом году начнется строительство моста через реку Лена. В 2022 году столетие СССР мы ответим, и к этому периоду будут основные проекты реализованы. Далее все-таки в большую силу войдут проекты, связанные и с креативной экономикой, с IT-сферой, наука. Также должна Всемирный центр Мамонта, НОЦ Север, в Арктике тоже НОЦ, да. Вот эти все планы до 2024 года у нас распланированы. И к 1932 году уже выход на проектную мощность новых высокотехнологичных отраслей экономики. По времени сколько уже прошло? Еще есть время, да? Немножко хотела рассказать о снижении добычи алмазов в мире, да, и все-таки понимая, что убывающий вклад добычи алмазов, он все-таки присутствует, эта тенденция есть. Если в 2005 году доля в валовом региональном продукте добычи алмазов составляла 26%, то в прошлом году это всего 10%, 16 процентных пунктов снижения этой доли за счет нефти и газа, да, за счет нефтегазовой отрасли, угольной отрасли. И в будущем также предполагается, что нефть и газодобыча, газопереработка, угольная промышленность, золотодобыча, да, металлургические производства, гранильно-ювелирное производство также будут доминировать. Здесь на слайде, в принципе, виден прогноз развития сырьевых рынков. И если мы посмотрим внимательно вот на этот слайд, прогноз производства в существующих отраслях, мы все-таки исходили в своей стратегии, в прогнозе из того, что доля и добыча алмазов будет сокращаться. И 5 в пространственном аспекте территории драйвера – это 5 зон развития, да. Тоже, наверное, сильно повторяться не буду, вы тоже знакомы. Якутская агломерация – это не сырьевая экономика и IT-сфера, северная якутская опорная зона, месторождения, редкоземельное месторождение Тамтор, Терехтях, Золоторудная Кучус, который сейчас пока в нераспределенном фонде находится.
Западная комплексная провинция, там нефтедобыча, да, и газодобыча, в южный промышленный комплекс угледобыча, Эльгинское месторождение тоже крупнейшее, оно буквально с этого года, с следующего года будет развиваться очень-очень высокими темпами. Восточная горнорудная провинция, это и Тарынский ГОК, это завод добычи в основном Нежданинская, Золоторудная в этом году выйдет на проектную мощность. Верхнее Минкиче, полиметаллическое месторождение, тоже мы ориентируемся в ближайшие 2 года. Вот как раз подошла Ирина Дмитриевна, она будет вам рассказывать о пространственном развитии, а я немножко расскажу о том, что, наверное, у нее в докладе, наверное, не будет. В целом, что такое пространственное развитие, как мы себя видим в стратегии пространственного развития Российской Федерации сейчас. Вот опорный каркас расселения России выглядит таким вот образом. Понятно, что основные магистральные железные дороги, да, автодороги, они сконцентрированы там, где большая численность населения, да, это на юге Дальнего Востока и Сибири. И основные столицы Дальнего Востока и Сибири, они не соединены между собой, да, ни железными дорогами, ни автодорогами. И там, даже если есть автодороги, то есть существенные разрывы, да, в виде водных преград. Это не дает возможности для дальнейшего пространственного развития Российской Федерации. Мы предполагаем и говорим, и всегда будем настаивать на том, что опорный каркас расселения России должен включать в себя вот верхняя линия – это северный широтный ход, да. Конечно, представить себе там железную дорогу сложно сейчас, но она будет, потому что, это время и те тенденции, которые сейчас идут в Арктике, они все-таки положат начало тому, что железная дорога в Арктике появится. Вот то, что зелененькое, там, фиолетовое, это наш восточный широтный ход, да. Здесь ключевое звено, конечно, автодорога, автомобильный мост через реку Лена. И мы, когда доказывали эффекты от строительства автомобильного дорожного моста, мы как раз говорили о том, что это сформирует данный широтный поезд и даст агломерационные эффекты, на что Минэк Российской Федерации согласился и посчитал. Они сами считали эффекты от строительства моста, и они посчитали, что в 1,6 раза это превысит федеральные инвестиции в строительство автомобильного моста через реку Лена. Так, понятно, что для нас понятно, Российская Федерация тоже это понимает, что данная трассировка предполагает освоение уникальных месторождений. По нашим расчетам, на нашей территории вот то, что лежит вдоль и тяготеет, да, к федеральной автодороге Вилюй, Колыма, оценивается более чем в 200 триллионов рублей. Те месторождения, которые там расположены, это фактически в 2 раза больше, чем годовой валовой внутренний продукт Российской Федерации. Так, и опять что-то не двигается. Да, я, наверное, этот пропущу слайд. Дорога Лена, да, про это я сказала. И про базовые отрасли вам тоже расскажут, про креативку расскажут. Немножко скажу о том, что изменится в жизни людей, да. Основной интегральный показатель качества жизни – это все-таки продолжительность жизни. Всего лишь, обозначу несколько цифр, да, в 1990 году продолжительность жизни в Республике Саха-Якутия составляла 66 лет, и мы вместе с Камчаткой были аутсайдерами на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке это было около 67-68 лет. Сейчас, через 30 лет, в 2020 году, в Республике Саха-Якутия самая высокая продолжительность жизни на Дальнем Востоке. Почему это произошло? Благодаря той политике, которая проводилась республиканскими властями, да, благодаря политике Михаила Ефимовича в 90-е годы. В 90-е годы на Дальнем Востоке очень сильно сократилась
И численность населения, да, и продолжительность жизни сократилась практически на 8-10%. Благодаря той политике, которая была связана и со строительством социальных объектов, да, здравоохранения, образования, много школ строилось. Значит, благодаря семейной экономике, да, вот поддержка сельского населения, в республике продолжительность жизни только росла. Самые высокие темпы были в 2005-2010 годы продолжительности жизни. Это так называемые тучные годы, когда возможности республиканского бюджета, да, позволяли строить и социальные объекты, и вкладываться в агропромышленный комплекс. Поэтому вот поддержка сельского населения, она дает такой вот очень такой существенный результат. Это просто один из аспектов. На самом деле, конечно, очень много нужно будет сделать по повышению качества жизни населения. Да, это строительство и газопроводов, и котельных, и строительство линий электропередач, объектов социальных. К 1932 году 80 лет. На самом деле это очень серьезный такой напряженный показатель. Мы должны его будем достигнуть. Вот развитие сельских территорий, о которых я сказала, потому что это все-таки база, это база для того, чтобы нам дальше двигаться и понимать, что нам даст тот человеческий капитал, который отсюда не уедет и будет здесь жить и будет здесь развивать Якутию. Ключевые инновационные проекты здесь представлены на слайде. Просто скажу, что за счет их реализации в республике будет создано около 30 тысяч новых рабочих мест, плюс еще рабочие места Элькинское месторождение. Да, они сейчас заявляют о 20 тысяч рабочих мест. Но это, смотрите, это тоже база, это возможности для того, чтобы наше местное население имело возможность зарабатывать на промышленных предприятиях. Но, конечно, это все, они все не охватятся, поэтому, как я уже сказала, основное направление для обеспечения занятости населения – это IT-сфера, не сырьевой сектор экономики, туризм, то есть сервисное производство, все, что будет создаваться вокруг добычи алмазов. Это и продукция агропромышленного комплекса, это наша занятость нашего местного населения. Спасибо за внимание. Я думаю, что сейчас… Спасибо большое. Можно мне микрофон убавить? Да, спасибо большое, Майя. Спасибо за столь подробный доклад. Огромное вам спасибо. Еще раз, действительно, это нам очень поможет в работе, потому что, как вы прекрасно и сами знаете, выпускать людей в никуда, так было. Где-то еще так происходит. Как готовим не тех, не туда, они приходят, переучиваются и так далее. Я думаю, что все это изменится. Это уже в большинстве случаев изменилось. Этому и способствуют демонстрационные экзамены WorldSkills, этому и способствуют новые образовательные программы, которые запущены уже в ряде профессиональных учебных заведений города Якутска и Республики Саха-Якутия. Этому способствует и новое видение образовательных программ, их реализация. Конечно, если не смотреть на экономику, если не смотреть на индустрию, можно сделать неправильный выбор и подготавливать тех, кто рынку не нужен. Причем узнаем мы об этом не сразу. Может, через полгода, может, через год, может, через 2. Итак, мы с вами поговорили про образование, мы с вами поговорили про государственную регуляторику, мы с вами поговорили про взгляд с точки зрения экономики. А сейчас мы с вами поговорим про все то, что поможет нашим идеям разместиться в пространстве. Ведь чтобы город стал удобный для жизни, чтобы в него приезжали, чтобы из него не хотелось уезжать, очень важно уделять внимание пространственному планированию. А как
это будет и как это поможет нам в нашей образовательной деятельности. И рассказать вам про пространственное планирование и все, что с ним связано, мы пригласили на наше торжественное открытие главного архитектора Республики Саха-Якутия Ирину Алексееву. Прошу. Презентация на площади. Всем добрый день. Во-первых, я хочу от всей души поздравить всех с тем, что буквально сегодня у нас начинается новая веха в жизни нашего города. Избран мэр города Евгений Николаевич Григорьев. И сейчас уже все вместе, взявшись за руку, мы, конечно же, очень-очень-очень плодотворно планируем заниматься именно тем вопросом, который сегодня вынесен на тему форсайт-сессии. Что даст строительство суперкампуса и вообще, как это связано с пространственным развитием города Якутска. Я подготовила, может быть, немножечко такую для вас другую презентацию, потому что, когда мы говорим, что лекция визионерская, нам нужно понимать, что люди, которые сегодня мы мысли доводим до вас, да, все равно это видение вперед, каким будет наш город, и у вас задача, например, четко проработать содержание и функционал этого учебного заведения, что он будет в себя включать, а с точки зрения пространственного развития, как он будет влиять все-таки на развитие не только города Якутска, но и агломерации Якутской, и в том числе всей республики Саха-Якутия. Когда мы говорим о том, что пространственным развитием, вот много лет ошибка заключалась в том, что этим узко очень занимались сферы, связанные конкретно с архитектурой, с градостроительством. И сегодня мы для архитекторов, для молодых архитекторов, которые работают конкретно, проектируют там генеральные планы, документы территориального планирования, которые связаны со стратегиями, всегда задаемся вопросами, что же должно мотивировать архитекторов, вот радость созидания или размер бюджета. И когда мы говорим о бюджетах, всегда вопрос очень зыбкий, потому что такие крупные объекты, инвестпроекты, как, например, строительство суперкампуса, понятно, они требуют больших финансовых вложений. Но нужно ли уделять только таким проектам внимание, или могут быть проекты, сходные по смыслу, по содержанию и по задачам, по целям, но которые имеют ограниченный бюджет, а еще и в условиях экстремального климата? Как вообще привлечь архитекторов, специалистов, которые сегодня ответственны за повышение индекса качества городской среды, как их подготовить? И это как раз я вижу в этом особую роль нашего суперкампуса, потому что острая нехватка специалистов во всех сферах, в том числе в сфере архитектуры и градостроительства, урбанистики, дизайна. Мы сегодня, конечно, прикладываем большие усилия. Вот Афанасий Савин здесь, который непосредственно корпорация развития занимается креативной экономикой. Мы понимаем, что далеко мы ушли за пределы понимания узкой специализации. Каждая специальность, каждая сфера, она должна быть гораздо шире и гораздо больше раздвигать границы своего участия и воздействия, потому что только в симбиозе, только в том, что мы вместе с вами будем проектировать будущее нашей республики, может быть определенный успех. Тем более, когда мы говорим о городе Якутске, который является самым крупным городом мира, расположенным в зоне вечной мерзлоты. Мы все понимаем, что это город особенный, но тот уровень жизни, который сегодня есть, я думаю, нас многих из вас не устраивает. То, как мы привыкли жить, то, как мы привыкли обустраивать города, конечно, сегодня требует совершенно другого пересмотра. И вот благодаря таким объектам, крупным объектам, как Арктический центр эпосов и искусств, суперкампус, мы сейчас проектируем, например, парк будущих поколений, многие-многие другие объекты, мы можем в корне поменять отношение к нашему городу и к тому, каким же образом пространственное развитие территории города Якутска, агломерации будет более качественно развиваться. Вообще территориальное планирование – вещь не новая. И вот, как Майя Андреевна сказала, действительно сфера архитектуры и градостроительства. Меня всегда удивляют, знаете, такие постулаты, когда говорят, Якутск развивается очень хаотично, он совершенно не имеет никаких планов. Коллеги, планы всегда были и есть. Первый генеральный план официальный был еще в 1937 году,
в советский период, да, даже в 1812 году был принят первый регулярный план, в соответствии с которым мы сегодня видим так называемый генотип нашего города, то есть вся планировочная структура старого города, а именно место, которое мы восстановили, пусть его критикуют, называют там макетом старого города, но тем не менее это самый что ни на есть генотип, это то, с чего начинался наш город, и важно, сохраняя историю, смотреть, конечно же, вперед. Поэтому такие документы терпланирования, они всегда учитывали взаимосвязь со схемой расселения всей страны, со схемой размещения производительных сил всех субъектов, их взаимодействия, кооперации регионов. И схема терпланирования Республики Саха-Якутия, вот в свое время мы планировали все-таки связь города Якутска именно с приходом железной дороги. И вот буквально совсем недавно мы все видим свидетели того, что все-таки железная дорога в Якутск уже не придет. Мы строим автодорожный мост. Соответственно, сегодня пришло время пересматривать документы терпланирования. Генеральный план города Якутска на сегодня утвержденный сейчас как раз находится на стадии внесения изменения в этот документ, на стадии актуализации, потому что, смотрите, когда мы планировали железную дорогу, мы, конечно же, планировали прежде всего объездную дорогу и понимали, что это, может быть, даст какие-то всполохи там транспортно-логистических узлов. Но сегодня в связи с тем, что все-таки это будет автодорожный мост, превалирование транспортно-логистического узла, оно планируется именно в южной части, в районе Табагинского мыса. Да? Поэтому здесь понятно, что даже, например, сейчас многие собственники, многие застройщики задают вопрос, что будет с той полосой резервирования железной дороги, которая с севера захватывает достаточно серьезные земли сельхозугодий, что мы там будем планировать. И именно эти вопросы сегодня стоят перед окружной администрацией города Якутска. Почему я начала свое выступление? С того, что все-таки руководство города должно особое внимание уделять этим вопросам. И все абсолютно элементы пространственного развития, это и улично-дорожная сеть, и выстраивание типологии жилищной застройки. Смотрите, какие вот я, знаете, вот эти материалы взяла с книги, которую мы выпускали с Николаем Николаевичем Алексеевым, главным архитектором города Якутска, еще в 2010 году, уже 11 лет прошло, и генеральный план, который был принят и который на сегодня действует, это еще 2004 года, мы его разрабатывали вместе с московскими коллегами, и практически в соответствии с этим документом и развивается сегодня город Якутск. Плотная каменная многоэтажная застройка в центре города Якутска. Посмотрите, вот эта заложная часть. Мы сегодня, собственно говоря, так и видим. Университет, напротив находится уже районы, которые застраиваются многоэтажными жилыми домами. Люди, которые живут в индивидуальных жилых домах, даже в генеральном плане все-таки предусматривался, оказывается, вариант того, что это, возможно, и не сможет стать многоэтажной жилой застройкой, а, возможно, останется такой малоэтажной плотной застройкой. И огромное количество документов сопутствующих, которые сегодня являются основой той документации, на основе которой выдаются разрешения на строительство, вводятся объекты, ведется градостроительное зонирование, утверждаются регламенты градостроительные, они, конечно, вот лежат именно на тех документах, которые разрабатываются в сфере архитектуры и градостроительства. Когда мы заходим на более крупные масштабы, это, конечно, касается уже планировки территории. От этого зависит, каким мы увидим город. И вот проект планировки центральной части, который включал 63 квартала, был разработан в начале 2000-х годов. Я тогда работала еще специалистом в институте Якутпроект, и мы благодаря Юрию Ивановичу Холмогорову, который раньше был тоже главным архитектором города Якутска, провели огромную работу именно по детальной планировке, потому что до этого, к сожалению, документов такого образа не было. И, конечно же, мы встречаем на пути реализации много проблем, много критических моментов. Все свидетели того, что город начинает перекосы проявлять, да, то есть точное строительство, мы не можем решить вопросы сноса расселения. И от этого, от всего зависит именно тот комфорт, то состояние городской среды, которое должно быть уже вот сегодня в 21 веке совершенно на другом уровне. Или, например, вот смотрите, как мы планировали территорию аэропорта. Все мы знаем, что сегодня планируется международный терминал строительства. Каким он будет? Даст ли он интересный какой-то новый всполох архитектурного облика? Будем ли мы гордиться? Помните, когда построилось новое здание терминала, мы все были в восторге, потому что сегодня наш аэропорт все-таки является одним из лучших в России, и мы действительно этим гордимся. А представьте себе, что вот будет еще международный терминал, и сейчас эти вопросы тоже на всем находятся этапе уже практически
уже конкретного планирования. А посмотрите, что мы планировали с привокзальной площадью. И вот я хотела бы чуть-чуть все-таки вернуться к той теме, которую я сегодня очень плотно курирую, поскольку город Якутск – это один из самых быстрорастущих городов России. Здесь, конечно же, большое количество детей и молодежи. У нас самое молодое население, 35 лет средний возраст жителей. Ведется активное новое строительство, развивается экономика, культура и образование. И создание комфортных общественных пространств и озеленение городов и сел республики, в том числе прежде всего столицы Республики Саха-Якутия, конечно, является важнейшим условием для повышения качества жизни. И вот если, например, говорить о территории аэропорта, посмотрите, как мы начали реализовывать такие проекты. То есть от крупных я хочу немножечко перейти на малые. Когда мы планировали общественное пространство ворота Якутска, никто еще из многих не понимал, а почему это на пустыре, где, собственно говоря, ничего нет, пытаются что-то построить. Еще в 2000, я не помню каком, в 16-м, даже до моего вступления в должность главного архитектора города, это был, наверное, 12-й год, 8-й, по-моему, даже, я уже не помню даже какой год, город Якутск проводил конкурс на обустройство въездного знака, который олицетворял бы ворота Якутска. И этот объект получил гран-при Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» в 2012 году. И только в 2019 году мы смогли его реализовать, причем реализовали именно на этой привокзальной площади. И сегодня мы видим, смотрите, вот такой был проект. Вот наши молодые архитекторы вот так планировали, и что сегодня мы, собственно говоря, наблюдаем, что этот проект реализован благодаря тому, что есть сегодня программа формирования комфортной городской среды, и при должном управлении, при должной эксплуатации, коллеги, я вот сейчас, может быть, достаточно критично выступлю в адрес окружной администрации. К сожалению, сегодня эксплуатации должное управление общественным пространством в городе не налажено. Посмотрите, какой пример мы сделали на открытии фестиваля современной культуры в городе Якутске. Мы провели это мероприятие на площади ворота Якутска, и за один день мы собрали там 10 тысяч человек. Представляете, какая экономика может развернуться благодаря благоустройству общественных пространств. Но до сих пор на площади, к сожалению, нет ни одного павильона, даже ни одного кафе. То есть это задача сегодня новой администрации, понимание того, что вот от малого начинается большое. Какие бы мы большие проекты не планировали, очень важно научиться делать малые проекты, которые в корне меняют жизнь людей, которые как раз являются вот той недостающей частью, звеном, которая меняет города. Общественные пространства – это очень важный элемент планировочной пространственной структуры городов. Например, озеро Сайсары, рядом с которым мы сегодня видим строительство крупнейшего объекта, арктический центр эпосов искусств. Как мы его видим в будущем? Еще, смотрите, в каком году? Тоже, когда Александр Сергеевич был главой города, мы совместно с КБ «Стрелка», тогда еще даже не Дом РФ называлась, а ИЖК называлась, разработали эскизный проект благоустройства этого озера с площадью Матери, с круговым маршрутом для пешеходов и велосипедистов, с разным пониманием того, как это может повлиять на жизнь города в зимнее время, в летнее время. И даже начали что-то реализовывать, например, благоустройство дворовых территорий. Вот это уже наши местные специалисты благоустраивали, делали проекты, и мы делали первые примеры того, как могли бы развиваться наши дворовые территории, и даже, собственно говоря, постарались реализовать. Конечно, когда ты начинаешь в 2017 году, когда программа стартовала, уже стало понятно, что острая нехватка компетенций. Нам нужны компетенции во всех сферах. И в сфере строительной, и в сфере подрядных организаций, в сфере поставщиков. И это как раз среднее специальное профессиональное образование, от которого зависит качество реализуемых проектов. Вот мы поняли, что даже такие малые элементы мы, к сожалению, сейчас пока делать не умеем. И очень важно именно критически проходить эти этапы. Или, например, проект «Бульвар Учителя», который в 2016 году мы провели международный воркшоп с участием 32 молодых архитекторов. Если вспомните, какая это была территория, там стоял двухэтажный тоже ветхий жилой дом, и мы с Александром Сергеевичем, когда этот дом сгорел, я свидетель того, как Александр Сергеевич вышел на эту площадку и сказал: ребята, мы здесь ничего строить не будем, мы будем делать здесь общественное пространство. И дал мне, как главному поручение проработать проект. Мы пригласили лучшие силы в стране, международные силы, и разработали проект благоустройства бульвара Учителя. И вот когда на этапе реализации, конечно, мы увидели, что из-за нехватки компетенций есть перекосы,
Но даже при тех возможностях, посмотрите, какая была территория и какой она сегодня стала. Это на самом деле очень важные моменты в жизни города, когда мы понимаем, что кроме проектирования, кроме строительства, кроме компетенций людей, которые отвечают за эту сферу, необходимы компетенции людей, которые отвечают за сферу эксплуатации и управления. Это важнейший фактор. То есть вот когда мы говорим о суперкампусе, я вообще абсолютно уверена, что мы его запроектируем как должно, мы его построим. Вопрос, как этот объект будет жить дальше, чем он будет наполнен, что там будет происходить, какую социокультурную программу мы там проработаем, и уже от этого будет зависеть эксплуатация и содержание, потому что мы понимаем, что это влечет за собой всегда очень большие затраты. Пример приведу: благоустройство озера Талова, который мы начали тоже еще в 2017 году. Очень критично шел проект, когда первый год вышли подрядчики на озеро Талое, мы все стали свидетелями того, как это было очень некачественно реализовано. Мы постарались этот проект реанимировать, и в этом году, вот смотрите, благоустроили это озеро, и посмотрите, что сегодня происходит. Вот я думаю, что вы сейчас, вот Сергей, наши гости, сходите на Талое озеро, огромное количество жителей выходят на это общественное пространство. Мы там сделали современные малые архитектурные формы, сделали круговой тоже пешеходный променад, благоустроили входные группы этого моста. Но, к сожалению, до сих пор пока город не отработал заход малого среднего бизнеса, потому что как только поток людей приходит, это сразу экономика, это сфера услуг, это нужно планировать. Вот как бы мы ни планировали заранее, это нужно еще уметь вовремя схватить и вовремя как бы сразу как инструмент принять. И вот буквально вчера мне отправляют фотографии, там на Талом озере опять стоит безобразный какой-то ларек со страшными баннерами, и мы понимаем, что мы опять находимся на прежнем уровне, даже при том, что мы постарались сделать хотя бы один шажок вперед. И таких объектов множество, вот просто вкратце пролистаю, например, сквер Ямщиков, тоже мы в 2020 году благоустроили эту территорию, благодаря инициативе сообщества ямщиков, прекрасный сквер с возможностью обустройства мест для малого среднего бизнеса. И опять вы не поверите, до сих пор пока туда никто не зашел, потому что инструмента завода туда предпринимателей, очень долго бюрократические схемы, очень долго какие-то схемы, которые мешают нам почему-то делать прорыв в развитии города. Или, например, благоустройство дворовых территорий. Посмотрите, какие мы дворы делали в 2017 году, а в каком состоянии они находятся сегодня. Конечно, они находятся уже далеко не в том состоянии, в котором мы их ввели. В отличие от крупных городов, в малых городах это гораздо легче, как сказать, построить. Например, вот в этом году мы ввели в эксплуатацию несколько общественных пространств по республике. Допустим, парк городской имени Сергея Васильева в городе Нюрба. Специально уже в городе создано муниципальное автономное учреждение. И уже на этапе проектирования мы вместе с ними проработали, что там будет, как они это будут содержать, какие мероприятия будут проводить. Огромное количество мероприятий уже проводится на этой территории. Вот посмотрите, все возможно. Вот сегодня мы с вами находимся на этапе проектирования суперкампуса, и мы должны уже с полной ответственностью понимать, что это даст и как это изменит жизнь людей. И вот даже малые проекты, если меняют настолько жизнь людей, вот город Нюрба, это меньше 10 тысяч человек, в корне поменялось отношение людей. Люди, которые приходили в эти теплые павильоны, спрашивали, а можно у вас там Нескафе взять чашечку? Сегодня приходят с утра и говорят, мне, пожалуйста, латте. Жизнь людей начинает меняться с малого. А если мы будем делать крупные проекты, вот мысль моего выступления, визионерской лекции, в общем, сводится к тому, что нужно не бояться планировать и проектировать супер высокий уровень, потому что мы люди, которые должны формировать запрос. И сегодня сфера среднего профессионального образования – это более чем востребованная сфера, благодаря которой не только в городе Якутске, а по всей республике будут появляться вот такие вот общественные пространства. Например, город Верхоянск, мы его начали уже строить, 1500 человек населения. Вот представьте себе, что осенью мы откроем этот сквер, будем планировать там развитие туризма. Очень важно делать территориальный брендинг, те вещи, от которых зависит прежде всего экономика, рабочие места, новые рабочие места, уровень жизни. Или, например, вот крупные проекты, которые мы делаем в сфере туризма, проводим различные тоже архитектурные конкурсы с международным участием, с российским участием. Но готовы ли мы сегодня внедрять эти проекты, реализовывать эти проекты? Вот посмотрите, что мы планировали, например, в Аймиконе, которым мы гордимся, говорим, что это полюс холода, да, и все время приглашаем там туристов.
Но когда люди приезжают туда, они, к сожалению, видят унылую картину, и как-то это все становится очень печально. Или, например, проект «Парк будущих поколений», очень амбициозный проект, который также стал призером Международного фестиваля архитектуры в Амстердаме. Огромное количество международных специалистов подтвердили, что это прорывной проект. Вот вместе с Корпорацией развития Якутии мы также думали о внутреннем содержании, потому что действительно всем нам немножко не хватает компетенций, не хватает возможностей. Когда архитектор начинает проектировать, очень важно построить на самом начальном этапе вот это взаимодействие. Очень много проектов, здесь я уже, наверное, останавливаться не буду, которые в городе у нас планируется к реализации. Ну это последний слайд как раз. Или, например, вот проект по реновации старого города. У нас ведь в городе, раз уж я начала с истории, то и закончу также к тому, что важно чтить память, важно чтить культуру, важно чтить тот генотип, который был заложен нашими предыдущими поколениями. И вот большая ответственность нас, людей, которые смотрят вперед, уметь еще и сохранить то, что было предыдущими поколениями построено. Сможем ли мы старый город в Залаге сделать таким, который тоже задаст еще один из векторов развития? И таких проектов множество, поэтому, заканчивая свое выступление, я бы, конечно, хотела пожелать всем вам очень плодотворной работы. Сегодня в эти 3 дня, благодаря агентству стратегических инициатив, мы вместе очень плотно поработаем. Я думаю, обязательно найдем очень интересные содержательные решения для суперкампуса. И это станет нашим общим проектом. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Спасибо за такой подробный доклад. Отдельное спасибо лично от меня за латте. Вот не буду называть города. Мы недавно были в одном городе, и мы пытались найти латте по всему городу. Город не маленький, мы не нашли. Мы еще хотели найти свежевыпеченный круассан, но на латте мы уже сдались. Уважаемые коллеги, у нас до перерыва на кофе-брейк осталось еще 9 минут, и я их потрачу с пользой и расскажу немного про нашу сессию, чем мы непосредственно будем с вами заниматься. А после кофе-брейка нас ждет выступление Анатолия Семенова и потом уже начало проектной работы. Можно мне запустить презентацию? Спасибо большое. Я вот сюда отойду, чтобы не мешать вам на экране. Так, мне как-то ее можно, да, управлять. Угу. Самое главное, чему посвящена наша форсайт-сессия? Я напоминаю, что сейчас мы с вами услышали 4 визионерских доклада про сами ожидания от образования, от министра, про государственную позицию, про регуляторику. От Майи мы услышали про экономику, про индустрии, про как будет развиваться Якутия, какие основные индикаторы. Напоминаю, там и про увеличение продолжительности жизни, и про связанность территории, и про наполняемость налогами бюджета. От Ирины мы услышали про пространственное развитие, как меняется свойство среды, что происходит на той территории, на которой мы живем. И наша задача с вами сформировать непротиворечивый образ будущего, в котором каждый из вас видит свое место. Мы должны составить вот этот треугольник из образования и науки, власти и бизнеса, учитывая пространственное размещение. И вот про эти модели мы с вами будем говорить. А можно мне вот как-то вернуть? Да, хорошо. Наша форсайт-сессия, как уже сказали, является запускающим целого цикла больших инициатив, которые будут продолжены и в мае, июне, июле, августе. Но сегодня мы говорим об основном. Сегодня мы с вами проектируем будущее. Завтра мы будем с вами разговаривать про стратегические ставки, которые мы делаем в этом будущем. Ну и послезавтра каждая группа, которых у нас 6, представит свои проектные инициативы. Наша программа направлена на то, чтобы каждый из вас по итогам 3 дней вышел измененным.
Мы заставим вас думать. Слово «заставим» может быть несколько вульгарное, но это именно то, что должна делать форсайт-сессия. Заставлять людей задумываться о том, что происходит, как меняется современный мир и как в нем разместить самого себя и свою деятельность. Мы с вами пройдем по внешнему контуру, проведем анализ ситуации, посмотрим, какие проблемы существуют, какие у нас цели стоят перед нами, перед нашими учебными заведениями, перед нами как командами. Хотя, наверное, команда – это пока еще громкое слово, потому что вас распределили как-то по группам. Это, скорее всего, еще коллектив. Но одна из наших задач, чтобы этот коллектив по итогам 3 дней вышел командой. Мы с вами научимся строить модели и даже немножко заглянем в организационный дизайн по итогам 3 дней. И на выходе представим главе Республики Саха-Якутия наши гипотезы о том, как должен выглядеть суперкампус, как он должен развиваться, какие образовательные проекты в нем должны существовать и как это повлияет на положение республики на мировой карте, как она засияет на мировой карте ярче, на геополитической, на экономической. Может быть, что-то будет про терраформирование, и географическая карта изменится. Не знаю, у нас же форсайт. Но и, безусловно, внутренний контур – это про вас самих. Все вы окажетесь в какой-то ситуации. Вы сейчас уже в ней, просто не все еще задумывались. По итогам 3 дней будет понятная ситуация, в которой вы находитесь. И тот сценарий, в котором вы на данный момент существуете, и как личность, и как команда. Мы поговорим про вашу мотивацию. А зачем вы, собственно, здесь? Что вы хотите изменить? Про те компетенции, которые у вас есть. И про потенцию. А что вы непосредственно хотите и можете сделать? У меня опять не щелкается. Ага. У нас в программе предусмотрены различные активности. У нас есть и визионерские выступления, и лекции. У нас будет с вами групповая работа проектная, пленары вечерние, которые будут в том числе с элементами игропрактики. У нас на программе представлены различные визионеры, эксперты, ведущие программы, ведущие проектные работы, а также модераторы, которые будут работать с каждой из групп и помогать в вашем продвижении по программе. Одна из самых важных целей, которая стоит перед нами, это экспорт образования. Про что говорила Майя? Смысл не в том, чтобы уезжали, а уезжали и возвращались. А учитывая, что в современном мире понятие рабочего места очень сильно изменилось, раньше оно было только офлайн, и оно было в какой-то доступности от вашего места проживания. В 1 километре, в 10, не дай бог, как в Москве, когда некоторые за 100 километров ездят на работу 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую. Это еще если пробок нет. Так вот, как сделать так, чтобы выпускники наших образовательных учреждений были востребованы не только в республике, но востребованы минимум в федеральном округе, в стране, а лучше были яркими звездочками на мировой карте. И как нам построить такой образец системы профессионального образования для страны и мира? Одна из самых главных и важных ценностей – это тайминг.
11:00. Вам приятного кофе-брейка. И прошу всех в 11:29 быть без опозданий. У нас будет визионерская лекция от Анатолия Семенова. Приятного аппетита и хорошего начала дня. Так, как мне подсказывают уважаемые организаторы, кофе-брейки у каждого в проектных группах, где вы распределены. А вот как туда пройти, наверное, кто-то поможет, да, Алексей Сергеевич?
Так, уважаемые коллеги, 11:30, и мы продолжаем. Пока мы ждем внезапного изменения тайминга по визиту Анатолия Семенова, мы продолжим с нашей установкой на нашу программу, на нашу форсайт-сессию, на то, что мы с вами должны сделать. Итак, я напомню, что перед перерывом на кофе-брейк мы с вами закончили на том, что одна из главнейших целей – это экспорт образования, и это стандарт, который будет образцом в системе профессионального образования, как минимум для страны, а лучше всего, чтобы это была международная рамка, потому что, напоминаю, что стандарт WorldSkills нам говорит о том, что мы готовим национальных лидеров, которые побеждают в глобальной повестке. Что будет являться продуктом нашей форсайт-сессии? По итогам 3 дней мы сделаем с вами первые заходы в дорожную карту компетенций, посмотрим, какие у нас есть проектные инициативы по разработке новых образовательных программ. Безусловно, поговорим про сам суперкампус и его организационную обвязку, технологическую. Возможно, кто-то что-то скажет про архитектурное решение. Как будет выглядеть выпускник нашего суперкампуса? Ну и, безусловно, на вкусное у нас есть дополнительная вечерняя программа, которая будет проходить с 19 до 22 каждый день по прокачке педагогического состава. Я думаю, каждый из вас уже ознакомился с программой нашей форсайт-сессии. Обратите внимание, что вот таким оранжевым цветом у нас выделены визионерские лекции, зеленым проектная работа, и каждый вечер у нас с вами пленар, на котором группы представляют результаты своей деятельности по итогам дня. В 3-й день, как вы обратили внимание, у нас помимо приглашенных министров, приглашенных экспертов, присутствует глава Республики Саха-Якутия. Как я уже говорил, 1-й день у нас про форсайт, 2-й день у нас про стратегию, 3-й день у нас про проектные программные инициативы. Здравствуйте, Анатолий Аскалонович. Рад вас видеть. Спасибо. И в 1-й день мы с вами поговорим о том, на что суперкампус может замахнуться. 2-й день, который у нас про стратегию, он будет про то, какие компетенции разворачиваем. Ну и 3-й день уже требования к науке, архитектуре, внешней среде и всему тому, что поможет нам воспитывать национальных чемпионов, которые будут играть в глобальной повестке и вносить весомый вклад в экономику республики. Ну а о том, как у нас будет выглядеть инновационная экосистема Якутии, наш приглашенный гость Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникаций. Ваши аплодисменты. Владимир Ильич, хотел же Министерство счастья Мы без микрофона, да? Нет, обязательно. Как это удобно? У нас в Zoom идет трансляция, поэтому все схема. Так, добрый день, доброе утро. С днем рождения, Леша, с прошедшим. Давайте поаплодируем. Алексея Яцина был день рождения. Как там? 45 наступили незаметно. Да. Так, ну что, у нас на самом деле не так много времени. Я хотел сказать, что эту лекцию я готовил 25 января в День студента, выступал перед студентами СУФУ. Да, но на самом деле
абсолютно за 1,5 месяца ничего не изменилось, да, поэтому лекцию я, ну, в смысле такого, слава богу, ничего не произошло, то есть после пандемии мир изменился, конечно, и мы вот когда в 2017 году делали крайний форсайт, да, представляли будущее, ну, форсайт, ну, вам объяснили, что это такое, да, это возможность заглянуть за горизонт, представить это будущее на основе трендов, которые в мире происходят, и, соответственно, попытаться оседлать эти тренды и как-то что-то, ну, достичь, максимально приблизиться к этому будущему, да, которое вы представили. Это очень такая интересная технология. Мы тогда с Алексеем Сергеевичем, вот с коллегами здесь, кто... Я хочу сразу сказать, что приехали сюда очень большие профессионалы. Я рад, что вообще такая форсайт-сессия проходит, потому что эта технология работает. То есть я вот это хотел сказать. Технология работает, но просто когда Дмитрий Васильевич не даст соврать, когда мы упаковывали индустриальный парк, да, который превратился в Тор Якутия, сейчас там придумывали IT-парк, там другие вещи, которые мы делали, казалось что-то нереальным, невероятным, но это уже сделано, это уже и довольно быстро сделано, кстати, хочу сказать. Вот, поэтому то, что сейчас кажется суперкампус какая-то невероятная далекая вещь какая-то, да, там очень много инвестиций надо, что Кангаласы или там Тулагина – это далеко. Мы это все слышали, поверьте, да, и на самом деле все это делается, все это реально. Очень важно вам здесь всем сидящим договориться об этом будущем. То есть это главная задача сегодняшней вообще вот этой мероприятия. Ну, он несколько дней будет идти. И самое главное договориться, потому что если группа лиц договаривается о чем-то, ставит цель, то происходит даже революция, да, то есть, в принципе, можно сделать все, что угодно. Поэтому вот здесь сидят профессионалы, я вижу, прям люди собрались не безразличные, с большим бэкграундом. И, конечно, это самое сложное – договориться, представить одинаковое будущее для всех, потому что я представляю сейчас отношения директоров этих вузов, которые сейчас находятся в центре города, и коллектив, которым скажут, переезжайте там за 40 километров из Якутска, конечно, это будет точно не на ура воспринято. Но поверьте, у нас, как у Моисея, нет 40 лет, да, ходить, бродить по пустыне, да, поэтому нужно делать чуть быстрее это все. Ладно, перейдем к лекции. На самом деле, она такая смешанная, я коротко, буквально тезисно буду пролистывать, тут очень много слайдов, да, я просто... Сегодня же про тренды технологические рассказывали, да, Сереж? Пока нет, да? Да. Ну, вот это такая штука, да, которая показывает, какие были технологические переделы. То есть была индустрия 1.0, индустрия 2.0. То есть когда Ford придумал первую промышленную линию, изменил практически подход вообще к процессу, сделал производственную линию. И, кстати, я хочу сказать, что вот 1784 год, да, механический ткацкий станок, паровой двигатель первый, на самом деле в то время очень мало людей в городе жило. Очень много людей жило в деревнях, потому что деревня давала основной прирост ВРП во всем мире, не только в Российской Федерации, там, это может быть Мексика, Соединенные Штаты Америки. И благодаря вот именно технологиям, технологическим укладам город стал что-то создавать. Да? То есть появились производства в городах именно. И поэтому, когда говорят, что вот идет миграция из деревни в город, мы должны понять, что это происходит в том числе и благодаря технологиям. И этот тренд, он происходит миграции если там больше 100 лет назад 20% жило в городе, 80% в деревне, то в ближайшее время будет наоборот. 80% населения будет жить в городе и 20% в деревне. И сколько бы мы школ в деревне не строили, этот тренд не остановить. Это именно тренд. Понимаете, да? То есть потом когда-то будет отток, через какое-то время обратный, будет какой-то социальный взрыв в городах, обратный отток. Но он такой недалекий будет. То есть, да, будет ближайшая агломерация, типа Актемцы будут развиваться, там, Намский район, Горный район. Ну, вот в Горный 2 часа сейчас, да, в принципе, можно будет жить там на природе, в частном доме и ездить в город работать, да. То есть если инфраструктура будет развиваться, как-то рядом с городом тоже все будет развиваться. Я почему это рассказываю? Потому что
тренды такие штуки, с ними очень сложно им сопротивляться. То есть надо их понимать, что вот миграция из района в город, ее не кто-то организовывает, лично сидит там, да, а это процесс в мире происходит. И благодаря технологиям. Ну и вот 69-й год – это как раз пик рассвета создания Кремниевой долины в Сан-Франциско, да, HP, Hewlett-Packard, IBM, Apple, да, наш любимый, которым мы пользуемся, да. И вот сейчас происходит индустрия 4.0, это как раз создание вот, то есть всеобщая интернетизация, то есть, да, у нас сейчас примерно около 8 миллиардов жителей, да, на планете и 5,5 миллиарда пользователей интернета. И эта цифра растет. Да, и это такой растущий тренд, потому что многие здесь сидящие в интернете давно, особенно городские жители, да, хотя оптика в Якутск пришла только 21 декабря 2012 года, всего лишь каких-то 8 лет. Я помню, время было, когда я открывал письмо в Mail.ru и старел там, да, вместе с этим письмом, когда оно загружалось. И когда мне сейчас рассказывают, что у нас типа связь не очень, я говорю, ну просто вы быстро все забыли. Да, связь у нас очень хорошая, на самом деле, в Якутске. И, кстати, связь – единственный тариф за последние 10 лет, который снижается. То есть электроэнергия растет, тепло растет, связь дешевеет. Это так, к слову просто. И благодаря вот сети интернет и вот развитию киберфизических систем, то есть стали появляться платформы, да, супер-эпы, платформы. То есть если вы там заглянете в список Forbes, там 30 лет назад это были нефтяные компании, там BP, там другие, да, нефтяные компании, то сейчас первые, кто назовет первую пятерку самых богатейших корпораций в мире? Так вот. Так, руку можно поднять? Так. Amazon? Мы сделаем 5 сейчас, давайте. Amazon? Вы уже просто, уже хорошо зашли, давайте. Apple? Подсказывает. Google? Microsoft. И пятый, давайте, ну. Я хотел сказать, что вам надо вступать срочно в партию, но не буду. Газпром, к сожалению, даже в 1000 не входит. Во, Alibaba. Давайте поаплодируем, вот командная работа. Да, Alibaba, да, AliExpress, Джек Ма. 5 богатейших компаний, вот, пятерка. Ну, кстати, в Америке называют Great Four, да, они называют это четверкой. Но мы-то все знаем, что там еще есть китайцы, да, пятерка. Я хочу сказать, что у Гугла, как мы его в IT-сфере называем, прибыль за прошлый год составила, ну, просто послушайте, 17 триллионов долларов. Ну, так, просто вот представьте эту цифру и живите с ней. 17 триллионов долларов. Вот просто посмотрите, сколько зарабатывает Российская Федерация вся вместе и сколько зарабатывает Google. Кстати, когда я недавно вот встречался на выборах с коммунистами, я коммунистам сказал, что я вот, и все нам говорили, что в каком-то году, короче, наступит коммунизм, он так и не настал, да, а я говорю, я коммунизм видел. Вживую, говорю, они, как там? Я говорю, реально видел. Где? Я говорю, в Гугле я его видел. Был в корпорации Google, там реально коммунизм случился в отдельной корпорации, потому что еда там бесплатна, человек, если умирает, ему там 50 лет, всей семье выплачивают половину зарплаты, машину выдают бесплатно, там, квартиру выдают бесплатно. Ну, то есть главное твои знания и умения, все, как там говорили в коммунизме, всем по способностям, всем по... Чему там было? Каждому по способности, каждому по труду. Вот. Это в Гугле случилось. По потребностям еще тоже, вот, абсолютно. Я хочу сказать, что действительно и мир действительно изменился. И, кстати, вот что хочу сказать, что в этом индустрии 4.0, да, вот здесь у нас не было шансов. Здесь было очень сложно. Я про Якутию сейчас. Но в индустрии 4.0, как там говорили, да, ребята проигрывали, но на последнем раунде забрежила надежда, да? То есть у нас появился шанс. То есть у нас нету преимущества никакого у Якутии, да, но у нас есть шанс сразиться. То есть нам дали возможность выйти на этой сфере. То есть, да, интернет нам дал, как там Бог создал регионы разными, но интернет уравнял наши шансы. То есть сейчас мы, в принципе, там на 6 часов раньше просыпаемся в Москве,
пока Москва спит, мы можем запилить какое-то приложение и успеть продать первые, ну, как бы партии, да, пока Москва спит, заработать первый миллион, да. И на самом деле это и доказали наши компании, о них я сейчас расскажу. Вот самые главные технологические тренды, о них мы говорим, это AI, это большие данные, Internet of Things. И вот самая страшная фраза, за которую меня сейчас все пытаются бояться, это 5G, который якобы разносит коронавирус. Да. Вот этот момент расскажу, я просто буду все пролистывать. Квантовые компьютеры, все же знают, да, чем квантовый компьютер от обычных отличается. Производительность и почему? Да, абсолютно верно. Ну, в общем, как тоже выписывал журнал «Юный техник» в детстве, да, в советское время, тогда писали советские физики о том, что существует, ну, есть квантовая физика, что вот когда-то будут квантовые компьютеры. Я хочу сказать, что они случились, их уже производят. Дело в том, что обычные компьютеры считают в битах, а квантовые в кубитах. Да? И это совершенно ломает всю эту систему. То есть квантовые компьютеры, то есть если взять там самый большой дата-центр в стране, там, да, вот этот канадский, кстати, удивительно, канадский квантовый компьютер, он больше, чем наш, ну, производительный гораздо, чем самый большой дата-центр в России. И он абсолютно, вот 5G и квантовые компьютеры сделают еще один технологический передел, на который появится, на этой волне, на этом технологическом тренде появятся новые компании. Потому что кто эту волну профукает, да, то есть кто не поймет, что это происходит, то есть, условно, тот же индрайвер, он должен готовиться уже, что, допустим, скорость передачи данных должна вырасти в разы. Да, и они должны готовиться к этому. Очень много... Ну, вот, кстати, интересный слайд про искусственный интеллект. Очень много про него говорят. Искусственный интеллект, он уже с нами, он внутри нас, он в нашем гаджете. Все социальные сети используют AI, там, начиная с маскарада, начиная вот эти маски, которые девочки любят накладывать в Инстаграме, да, фотографировать, это все AI. Более того, все маркетплейсы, которые предлагают нам товар, они все тоже на основе AI. Они считывают данные про вас, они смотрят, что вы кликаете, что вы смотрите, что вы лайкаете. И поверьте мне, вы все оставляете цифровой след. Если все хейтеры, которые пишут, я как министр связи могу сказать, что которые пишут на форумах, где угодно, и думают, что о них никто не знает, поверьте, мы все про них знаем. Ну и не только мы, конечно. В первую очередь Google, Яндекс знает, и все платформы, на которых они работают. Да? И все мы оставляем цифровой след. Я все время говорю, вот родителям рассказываю, что Google или там, социальная сеть какая-то или YouTube лучше знает вашего ребенка, чем вы сами. Потому что вы с ним 1 час в день максимум, а Google с ними постоянно, да, 24/7. И вот была надежда, что люди себя обманывали, что типа роботы будут делать такую сложную работу, тяжелую, а людям останется творчество. То есть мы будем рисовать, мы будем писать книги, а роботы будут там копаться в шахтах, убирать улицы, вот как наш ведроид, мыть полы там, да. Вот ничего подобного. Вот бостонская компания обучила машину. Она там на тот момент, когда этот слайд, кстати, там, не знаю, там 4-летней или 5-летней давности, то есть она прочитала там около 100 тысяч произведений. И самое классное, да, что у машины, она же не спит, в отличие от человека, она учится постоянно, да, и, соответственно, она там заходит в всякие Литерес, там, да, смотрит всякие форумы, они смотрят, что кому нравится, да, какие фразы, кто что лайкает, какие книги. И книга обучилась и начала писать книги. Ну, то есть не книга, а искусственный интеллект. И, в принципе, довольно сносно пишет. То есть вы же помните, да, кто знает, что такое тест Тьюринга? Так, Дима? Да, то есть ты разговариваешь по телефону, да, был такой ученый английский Тьюринг, да, вот был тест Тьюринга, что ты должен по телефону разговаривать с кем-то, и ты должен определить, разговариваешь ты с человеком или с роботом. Вот тест Тьюринга сдали 5 лет назад. То есть компания уже сделала искусственный интеллект, потому что человек задал ему вопросы там, про Трампа, там, про соседку, разговаривали о футболе, там, о воронах, там, обо всем, короче.
каверзный вопрос, анекдоты рассказывал, тот неплохо так смеялся, а в ответку рассказывал. Ну, то есть люди не поняли, что это... Там практически 99% людей не понял, что с ними разговаривал AI, да. И сейчас этот AI зашел во все корпорации, то есть Сбербанк, Тинькофф, то есть практически все крупные компании, телефонистские, короче, колл-центры теряют позиции, то есть теряют работу. Если кто работал на Alpha Page или кем-то телефонистом, забудьте, все, сейчас это все делает искусственный интеллект. И вот это очень, кстати, грустно от этого, что AI пишет книги. Но я хочу что сказать, что президент страны Владимир Владимирович Путин издал указ о развитии искусственного интеллекта в октябре 2019 года. Предлагаю всем ознакомиться с этим документом. Почитав этот документ, я понял, что в принципе AI приравнивают... Вообще, почему глава государства так озаботился искусственным интеллектом? Потому что его приравнивают, в принципе, это как в свое время, когда развивалась ядерная физика, да, был же мирный атом, а потом родили что? Как бы ядерную бомбу, да, соответственно, параллельно, да. Ну и, соответственно, AI, он может принести пользу и может навредить. Все мы видели фильм «Терминатор», видели, как Скайнет понял, что люди не так уж и хорошо управляют этой страной, миром, да, и принял какое-то решение, да. Но не то, чтобы так страшно, но просто Владимир Владимирович в этом указе говорит о том, что, во-первых, правила какие в AI должны быть, да, и он предлагает всему миру объединиться в этом, да, то есть давайте работать вместе, чтобы были какие-то определенные правила, да. То есть если мы разрабатываем AI, а сейчас все корпорации, все мировые, даже у нас в Якутии есть лаборатория по искусственному интеллекту, и сейчас все этим занимаются. Быстро проскочим. Internet of Things, это все. Нет, это, кстати, все интересно, но просто мы не успеем. Да? Кстати, вот беспилотный транспорт в России уже работает. Просто все время спрашивают, есть ли он или нет. Вот я был в Иннополисе буквально там 2 недели назад в Татарстане, и там, да, 5 машин Яндекса ездят абсолютно в беспилотном режиме, то есть ты через приложение Яндекс можешь заказать это такси, оно приезжает. Почему она работает только в Иннополисе? Потому что не то, что там жителей Иннополиса не жалко, да? Так решили, что давайте вот на них испытаем. Татары крепкие, давайте вот. Вот. Просто дело в том, что несколько технологий тянут друг за другом, да, то есть для беспилотников нужен очень быстрый интернет, ровные дороги и хорошая разметка, да, и, соответственно, в Иннополисе и в Сколково это, и, кстати, в Эрмитаже, да, в нескольких местах разрешили как раз 5G, да, то есть вот в Иннополисе внедрили 5G, там есть 5G интернет, и, естественно, это позволяет на быстрой передаче данных на одно устройство 1 гигабит примерно, да, переходит скорость. И беспилотный транспорт пользуется. И вторая, конечно, нормативные преграды. У нас ПДД еще не изменено под беспилотный транспорт. У нас вообще юрисдикция такая интересная. Вообще инновации очень сильно сдерживают вообще юридическое, право вообще. Мы на эту тему с юристами общались тоже, потому что для ПДД должен быть виновный. Ну вот произойдет авария, да, а кто виноват? Машина виновата, AI виноват, да, или люди, которые собирали эту машину, виноваты, да. То есть, и поэтому вы, если заметите, да, это вот как ГИБДД разрешило использовать, какой выход придумали? Подними, вот как бы, вот если вы были начальником ГИБДД Татарстана, что бы вы сделали? Страховка? Во, абсолютно, как вас зовут? Давайте поаплодируем, как вас зовут? Полина, вообще, вот вам надо ГИБДД возглавить. Должен кто-то в машине сидеть, то есть такой человек, который будет виноватый потом. Он не управляет машиной, он просто рядом сидит, пристегнутый, и молится. У него 3 иконочки там, да, он сидит и молится. Ничего, просто он будет виноват, да, то есть когда что-то случится, вот пассажир выйдет, его будут оформлять. Вот, то есть нужно кого-то наказывать. И, вот у нас, чтобы совсем не говорю, что Якутия тоже там как-то отцвет, у нас есть роботы-ведроиды, над ними все смеются, да, но на самом деле очень классная штука для, как раз, кстати, вот мы с татарами на эту тему обсуждали, что вот это тоже вам на заметку, что именно на роботе, вот на ведроиде, который моет, убирает полы, можно испытывать технологии. По сути, те же технологии, что вот в машине, абсолютно те же в ведроиде, то есть лидары, да, лидары это которые, определяют там расстояние, делают машинное зрение.
роевое мышление, там, AI, там, большие данные, обработка данных. То есть несколько роботов едут, они должны друг друга видеть, там, видеть препятствия, не падать, там, находить, подзаряжаться, мыть, не мыть там, где кто-то уже помыл. Соответственно, вот сейчас, когда ребята начали вроде бы делать поломоечную машину, они столкнулись там с целым стеком технологий, которые вот они сейчас в процессе изготовления робота побеждают. Сейчас РЖД испытывает. Ну и вот такой тоже мой любимый слайд, 3D-печать. Все мы говорим про то, что у нас короткое лето, типа вот к нам приезжают там гастарбайтеры, некоторые даже выходят на митинги против гастарбайтеров. А я считаю, что вот, ну, вообще я очень, как сказать, человек, который верит в технологии, которые действительно сделают жизнь лучше, и они делают жизнь лучше. То есть везде в мире уже 3D-печать, не которая у нас в школах стоит, да, печатают дома. И в принципе для Якутии, да, там в течение там, двухэтажный дом, примерно там 200 квадратных метров печатается в один день. Да? Соответственно, ты берешь рельсу, ставишь 3D-принтер, ну, он такой большой, конечно, нужен хороший цемент определенный, да, хорошей качественной марки, и вот он печатает дома. Потом он может, ну, условно, если одна печать печатает один дом в день, получается 30 дней, 30 домов, да? Соответственно, можно микрорайон там за лето из 90 домов за лето сделать, там, да, и за ними идет отделочная бригада и быстренько доделывает дом, соответственно, один дом можно одной бригаде в 3 дня делать, да? Я к тому, что, в принципе, ну, вот эти технологии, они не какие-то космические, они уже существуют, это надо просто внедрять. Ну и вот то, что сейчас несколько проектов в Сколково есть, в Владивостоке у нас это бионические части тела, когда у людей нет конечностей. И, кстати, вот надо сказать, что для Якутии это проблема, потому что у нас очень холодно. Мы знаем, что у нас есть ожоговый центр, он называется ожоговый, а на самом деле это холодовой уже ожог, да, и у нас очень часто люди теряют конечности, да. И у нас, кстати, я хочу сказать, в ожоговом центре очень много инноваций. Это единственный в мире, может быть, такой очень крутой центр, который возвращает людям конечности. Да? Они придумали технологию, которая позволяет обманывать организм, да, и возвращать не всегда, если определенные обстоятельства случились, то можно и вернуть конечность так. Но вот это тоже классная тема. У нас в республике очень много инвалидов, и эту тему надо тоже развивать, потому что это все решается. Какие основные выводы, да? То есть знания, умения, навыки становятся важнее диплома. Ну вот вам, вот как многим представителям как раз СУЗов, да, это вот такой вот вызов, да, что в принципе вот вчера к нам на Мусустар, позавчера приехал представитель Яндекса, он, кстати, сейчас в городе, мы с ним общались, он говорит, да, у нас мы типа на диплом вообще не смотрим. Есть определенные тесты, мы проверяем компетенции человека, там, джуниор, мастер, там, да, и, соответственно, HR его проверяет, причем там проверяет это уже тоже автоматизированная система, абсолютно беспристрастная, то есть там брат, сват, там, какая национальность, вероисповедание, неважно, там, диплом у него какой-то там, вот, MIT или Бауманка, без разницы. То есть он садится, он показал, что он способен, ему сразу какая-то дается квалификация, он идет работать, там, получает зарплату сразу, соответствующей своим способностям. Поэтому, вот, ну, допустим, технологический лидер России, он на диплом не смотрит. И можно этом, там, возмущаться этому, там, топать ногами, но так происходит уже. Да? То есть поэтому, допустим, IT-школа Рионова, она не дает никакие аттестаты, они просто делают портфолио детей. Если вы можете зайти на сайт, у них просто вот все дети, кто закончил IT-школу Рионова, они выкладывают свои работы. Там игру, там какое-то приложение, что они сделали. Они описывают, на каком языке это делал. Python, C++, там Java. И они описывают и говорят, вот мы так умеем. Там, кстати, такой момент, хочу рассказать, что в 2018 году как раз был выпуск очередной IT-школы Рионова. Мы договорились, что Майтона, Фантастик, там, Smart Unit, многие компании возьмут выпускников на практику, на летнюю, да, и что произошло? Интересный факт. Многие же закончили 11 класс, да, пошли летом работать в Майтону. И меня как раз назначили министром 11 июля,
Буквально там в первой неделе моей работы, а можно там окошко приоткрыть? Люди кислород теряют, по-моему. Или я такой скучный, вот. Вот, в общем, не, кстати, интересная очень история, дослушайте. Вот приходят две женщины, и одна из них плачет. Я сразу думаю, что случилось там, да? Проходите там, налил им воды, мы сели, давай разговаривать, да? Она говорит, вот, Анатолий Соколович, вы во всем виноваты. Я давай все вспоминать сразу там, когда там, все, что было у меня в молодости, все вспомнил там. В общем, говорит, вот, вы там со своим IT, вы все испортили. Я вообще понять не могу. Я говорю, успокойтесь, там, воды налил, она выпила, успокоилась, продышались, выясняется. В общем, ее ребенок, они как раз выпускники физико-технического лицея, она закончила школу, как раз закончила IT-школу района, они там 2 года обучаются, пошел работать в Майтону, ну, проходить практику, и Майтона взяла его на работу. Просто там было несколько детей, там около 10 детей, 2 взяли на работу. Просто они показали такой уровень, да, что ну, ребята уже готовы. То есть они крутые программисты, Майтона схватилась HR за них, ребята там назначили им зарплату, подписали договор. Все, и он приходит домой и говорит, мама, я устроился на работу, я не буду никуда поступать. Я говорю, вот, у него по ЕГЭ почти 300 баллов. Из-за вас, Анатолий Николаевич, мы хотели поехать там в какой-то московский вуз, а он остается в Якутске. Вы все испортили, короче. Я говорю, я все понял, все нормально, я поговорю с ним. Типа, тем более я его лично знаю. Вы хороший мальчик, вы отличная мама, вы вообще молодцы. Такой парень бы не родился просто так. Вы с папой вообще молодцы. Вдвоем вы все сделали хорошо. И, в общем, я потом встречался с парнем, мы разговаривали, а они прям вообще убежденные. То есть, а еще, кстати, из-за чего она заплакала, я говорю, почему вы плачете? А он сказал, он мне такую фразу сказал. Ну, я начал на него давить, естественно, я сказал, все, там, ты поедешь в любом случае, ты будешь поступать. И он мне сказал такую фразу, мама, я получаю зарплату больше, чем ты. И, конечно, это его вообще расстроило, да, окончательно. Но мы поговорили и договорились так, что можно, оказывается, парню объяснил, что можно, оказывается, и работать, и учиться одновременно. Вот, типа как из того анекдота, а что так можно было, да? Вот, но, в общем, поступил, но, кстати, я знаю продолжение этой истории, она же еще не закончилась, да, но он бросил учебу, да, вот. Потому что он еще скилл поднял, и там уже другая компания предложила еще больше денег. Ну, это проблема, кстати, да. Вот ВИТМО, допустим, ребят со 2-го курса уже разбирают все крупные компании. В нашем институте математики и информатики все, начиная с 3-го курса, знают, где будут работать. Вот. И знаете, что если в ИМИ есть безработный парень, то его никто не взял, короче, просто. Ну, то есть это вот такой критерий. Поэтому пользование становится важнее владения, то есть шеринговая экономика. Да? То есть это, кстати, к слову о том, что, допустим, в нашем вузе, да, нашем любимом Северо-Восточном федеральном университете, который я закончил, горжусь этим, допустим, куча лабораторий. В каждом там, в БГФ лаборатории, в мединституте лаборатории. И вот студентам БГФ нельзя в медицинскую лабораторию ходить. А медикам нельзя в биологический. И нам, и каждому профессору под каждую кафедру нужно купить отдельное оборудование. Да, и вот как раз к слову о суперкампусе, да, чем силен будет суперкампус, потому что вам, ну вот, это просто идеология технопарка была, потому что наша лаборатория, она открыта всем. Вот у нас с АГАТУ ребята ходят, с Института здоровья, ИНЦ Саран приходит, с Академии, то есть любой человек, кто хочет попасть в технопарк лабораторию, он приходит. Поэтому пользование общим оборудованием, резать косты – это вообще тренд в мире. Да? То есть сервис делать общий там, ну, допустим, питание, доставка. Так работает индустриальный парк, так работает технопарк. Да? То есть в этом фишка. Как бы, да? Впечатление, эмоции, удовольствие становятся важнее материальных благ. Это важно, это как раз образование очень сильно касается, потому что мы все почему-то считаем, что… Это, знаете, это как в детстве. Кушай кашу. Мама, я хоть Толя кушай. Я же не могу вам сказать, что это не очень вкусная каша, да? Как бы. Или как там, или еще была классная фраза у этого Рональда Рейгана, да, классная фраза. Он говорит, в детстве мама меня кормила брокколи. Потом я, типа, всю жизнь ел брокколи. Теперь я президент Америки, меня никто больше не заставит есть брокколи, да? Вот. И я к тому, что мы почему-то все считаем, что по умолчанию дети приходят в школу или в СУС,
и они должны сразу любить предмет. Просто вот он дверь открыл, здравствуйте, я Мария Ивановна, все, и сразу он любит математику. Там, или... Вот у меня была учитель Китиц Анфиса Георгиевна вот, по математике. Как преподавала она математику, вообще никто ничего не преподавал. Это был мой любимый предмет. Она так про него рассказывала, что, оказывается, там все это можно мерить. Там. И вот сама подача материала была настолько интересна, что я вот математику, мы бежали, короче, у нас была очередь на этот предмет. Поэтому это тоже важно, образование касается, как мы должны бороться там, за внимание ребенка с социальными сетями, с Ютубом и прочим, пока мы эту войну проигрываем. Креатив, творчество, конструирование, прототипирование становится важнее процессного выполнения работ. Да? Творчество и креатив. Сегодня об этом Афанасий Иванович, я не знаю, выступал, не выступал, Савин. У него есть целая лекция про креатив. Он провел классное исследование, можете посмотреть, оно выложено в интернете. Наша корпорация развития Якутии провела исследование, на котором сейчас вообще строится концепция креативной экономики Российской Федерации. Да? Так, на секундочку. То есть они изучили креативную интенсивность всех госпредприятий. Вот сейчас мы обучались как раз, да, там авиакомпания Якутия, ТЦТР, Алмаз-Эргенбанк, как раз обучались, да, вот этой креативной интенсивности. То есть он сравнивал, что в S7 всех работников S7 взял, и там 37% S7 креативные работники, то есть относящиеся к креативным отраслям. То есть авиакомпания – это не только пилоты, это которые важные, да, не только механики, но это уже отдельный бренд, отдельный супер-эп, который нужно тоже… Ну, то есть что сделал S7, да, когда наступил локдаун, все границы закрылись, S7 сказал: окей, сидите дома, копите мили. Это чистой воды маркетинг, но он сохранил лояльность своих клиентов, да, и сейчас они знали, что пандемия закончится, и все начнут реализовывать эти мили. Вот, простое одно решение, да, то есть и люди сидели, они, во-первых, государству помогли, что они говорили: сидите дома, да, то есть они по геолокации, ты должен был не двигаться, соответственно, копить мили. Поэтому креатив, творчество в любом предприятии, особенно в образовательных, это креатив, это, может быть, там одно из главных направлений, то есть конкуренция между коллективность, коммунальность становится важнее обособленности, это вам про суперкампус тоже, да. Интерес в занятиях становится важнее карьеры. То есть вообще вот тема интереса очень важна. То есть в принципе вот стратегия, которая сегодня Майя Андреевна рассказывала, она, если так сократить ее до нескольких фраз, да, это богатый и счастливый человек, да, в Якутии. Богатый, понятно, это его рост дохода. Я вообще считаю, что в принципе, если вот мы создадим 10 тысяч рабочих мест, а мы планируем создать в IT-отрасли 10 тысяч рабочих мест, благодаря вашей поддержке, вашим СУЗам, да, вот, и 10 тысяч рабочих мест с зарплатой от 3 до 5 тысяч долларов. В принципе, это ориентировано на экспорт. Естественно, Майтона продает игры в Америке, тащит деньги в Якутск и платит налоги здесь. Да? А я напомню, что Майтона один из крупнейших налогоплательщиков в городе Якутске. Да? Там у них 650 работников только в городе Якутске. И, естественно, они тратят деньги здесь, они тратят деньги в булочной, в такси, там, в кино и прочее. И, конечно, вот интерес, что такое? Вот я когда смотрел, Сереж, я смотрел программу развития Дальнего Востока, я там очень долго спорил с ребятами, потому что их цель типа 6, все цель развития такая основная, это рост ВРП на 6%. Я взял маркер, просто нарисовал и говорю, вот я вам могу не маркером сказать, что это какая-то странная тема, как минимум, да, нас же снимают, поэтому я так как бы без этих, да, без русского могучего. То есть я нарисовал, и говорю, просто линию одну нарисовал, такие, то есть 2 линии. Он говорит, вот, говорю, вот я реализовал вашу программу. Он говорит, что это? Я говорю, это еще 2-я труба силы Сибири. Все, мы построим еще одну силу Сибири и сделаем 6%. А где люди, говорю? И вот люди – это вы, и вот как раз про интерес – это как раз люди. То есть, да, вот все же говорят, вот там люди уезжают там из Дальнего Востока. Кстати, я хочу сказать, что Якутия в прошлом году впервые за 25 лет людей приехало больше, чем уехало. То есть обычно из Якутии там в год уезжало 48 тысяч примерно, миграция такая, 48 тысяч людей там уезжает там по разным причинам. Кто-то на пенсию ушел, кто-то поступил в вуз, да, кто-то просто переехал, да, 48 тысяч. И приезжало там типа 45, а рождалось там сколько-то еще, 8 тысяч там или 11, я не помню, да. И вот мы так в час по чайной ложке к миллиону шли там, да, населения.
Вот, но в прошлом году сразу плюс 12 тысяч. Это огромная цифра, на самом деле, для Якутии. И у нас два показателя, да, переломных во время пандемии. У нас, во-первых, рождаемость выше смертности. Ну, это мы давно эту пальму первенства держим. И количество людей переехало в Якутию больше, чем уехало. Это тоже интересный факт, да. Ну и мобильность территориальная становится важнее локализации. Здоровье, жизненный баланс становится важнее достижения, и экологичность. Экология – тема вообще в тренде сейчас. То есть экология, Грета Тунберг, там, сейчас молодежь пошла вообще, ну, вот, для нас там это, да, там пластик, не пластик, то есть сейчас дети, вот мой Тимур, ему 14 лет, он прям, если я там выбираю пакет, он, папа говорит, не бери пакет, прям он меня останавливается. Ты, говорит, потом ты знаешь, что он 100 лет не разлагается, да, то есть что ты будешь не делать. Я сразу начинаю отбиваться, что у нас есть президент в технопарке, который из этих пакетов мелко режет и делает тротуарные плитки. Он такой, да, ну, типа, как-то так отбиваясь. Ну, в общем, вот эти тренды, которые, в принципе, вам нужно учитывать в вашей повседневной работе, в семье, в жизни, ну и когда вы будете упаковывать суперкампус. Спасибо. Большое спасибо за столь подробный доклад. Особенно спасибо большое за тренды. Ну и мы надеемся увидеть вас послезавтра. Завтра вы меня не увидите, потому что я завтра улетаю. Жалко, да. жалко. Хорошо. Но я сегодня буду набегами готов. Отлично. У нас сегодня будет пленар с 17 до 18. Он будет проходить именно здесь. У нас 6 групп, и они будут представлять свое видение. То есть первое такое приближение. У нас не очень много проектной работы, 1,5 часа, но что-то мы успеем сделать. Первое приближение мы покажем с 17 до 18. Будем очень рады, если вы присоединитесь к нашему экспертному борду. Как я говорю, enjoy, наслаждайтесь процессом. Да. Я вам немножко завидую. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю. Ну что же, спасибо большое еще раз Анатолию. Мы переходим к установке на проектную работу. Так, это мы с вами все уже обсудили, и мы с вами закончили. Нет. Вот здесь вот мы с вами закончили. Так, и теперь самое интересное. Мы поговорим с вами о форсайте. Что же это такое? В первую очередь, форсайт – это одна из технологий проектирования будущего. Но что самое главное – это совместное проектирование. То есть когда участники вырабатывают свое видение будущего, обсуждают внутри группы и приходят к такому результату, где каждый видит свое участие, свое размещение в этом образе будущего. Мы с вами будем работать по одной из версий, которая называется Rapid Foresight. Это технология быстрого проектирования, потому что форсайты могут занимать 2 недели, 3 месяца, а Rapid Foresight может спокойно реализовываться в рамках от 1,5-2 часов до 1 дня максимум. Обратите внимание, что форсайт – это только лишь одна из веток размышления о будущем. У нас есть и футурология, и фантастика, также известное вам стратегирование, чем мы будем заниматься завтра, ну и экстраполяция. Функции, которые несет форсайт, так называемые 4P. В первую очередь это прогнозирование, когда мы формируем коллективный взгляд на то, как будет развиваться та тематика, тот предмет, который мы берем в качестве нашего объекта. Во вторую очередь это проектирование, когда мы смотрим, как будет развиваться то, что мы придумали. Ну и дальше идет уже проецирование и создание программы, которая говорит, как будет продвигаться то, что мы с вами запланировали. Как проходит классическая форсайт-сессия?
Сейчас эта схема потихонечку начнет вам ломать мозг. Но не переживайте. В каждой группе есть модераторы, которые все это знают. И их задача перевести на более русский язык, чем то, что я сейчас расскажу. Итак, как будет выглядеть наша с вами работа? Сначала в каждой группе при участии модератора вы обсудите ту тематику, над которой будет работать группа. Вы распределены по 6 группам по определенному принципу. Принцип этот называется «единство непохожих». То есть наши уважаемые организаторы постарались поделить вас по группам так, чтобы вы максимально были из разных отраслей, у вас была разная экспертиза, разные компетенции. Не знаю, получилось или нет, узнаем сегодня на пленаре. Второе, вы, удерживая ту тематику групп, которую выбрали, говорите о трендах. Как вам кажется, какие тренды важны в той теме, которую вы выбрали? Выступления наших сегодняшних уважаемых спикеров, а я напомню, что у нас были доклады про образование, про государственное регулирование, про экономику, про пространственное развитие и про все то, что происходит в IT-сфере. В докладе 5 наших визионеров было огромное количество трендов. Я думаю, вы для себя делали какие-то определенные пометки и точно вспомните, про что велась речь. А возможно, у вас есть свой бэкграунд, с которым вы пришли, он вам тоже будет полезен. После этого вы в группе обсудите, а кто те субъекты, которые заинтересованы в том, чтобы тематика вашей группы родилась, чтобы она продвинулась в будущем. То есть, например, если мы говорим про основу, я сейчас специально буду говорить так общим языком метафор, чтобы как, не списали, что называется. Если мы говорим про образование, то понятно, что там есть и абитуриенты, есть и родители абитуриентов, есть и работодатели как класс, есть и регуляторы в виде людей, которые в том числе отвечают и за контрольные цифры приема, есть интересанты, которые отвечают за то, чтобы определенное количество пошло в вузы, определенное количество пошло в СПО и так далее. Там куча субъектов. Я не думаю, что если возникнут у вас какие-то проблемы. А дальше интересная штука. И вот есть у нас текущее состояние. И мы с вами будем обсуждать 2 ветки развития. Одна из которых называется «Образ продолженного настоящего» или по-другому «А что произойдет, если ничего не делать?». А вторая ветка развития – это образ желаемого будущего, который говорит о том, а как выглядит развитие в той тематике, которую выбрала группа, и какой образ будущего наиболее желателен для всех членов группы. И вот уже на этой картине, которая у нас сформировалась к этому моменту, то есть мы выбрали тематику, поговорили о трендах, выбрали образ желаемого будущего. Вот здесь у нас рождаются так называемые ставочные конструкции. Слово «ставка» очень похоже на казино. То есть на что вы делаете ставку, чтобы выиграть? Вспомните рулетку. Там 37 полей, от 1 до 36 и 0. И еще, правда, double zero иногда, но это европейская уже система. Так вот, на что надо поставить, чтобы с наибольшей вероятностью выиграть именно в той теме, в которой вы обсуждаете и проектируете образ будущего. Вот такая у нас сегодня будет с вами работа на форсайт-сессии. Все, что я сказал, скорее всего, до сих пор еще непонятно. Но ничего страшного, как я и говорил, у вас есть в группах модераторы, которые еще раз вам все это повторят. Но на всякий случай, еще раз резюме. Тематика, тренды, образ будущего, ставка.
Это основные вехи, которые надо проработать. А также хочу вам дать модель размышления. Как думать о будущем. Обратите внимание, данная модель полностью построена на выступлении наших спикеров. Так, вот это, наверное, нет. А нет, есть. А не видно просто. Да? Не видно на этом экране. Когда мы говорим о любой нашей тематике, о любой инициативе, кого она касается? Абитуриента, который будет учиться в нашем суперкампусе? Или самого суперкампуса? Какие требования с точки зрения государства есть? Может, которые нам мешают, которые помогают? Какие есть ожидания пользователя? Об этом сейчас очень много говорил Анатолий Семенов. Какие индустрии заинтересованы? Про это много говорила Майя, в том числе и про классические индустрии, и про новые индустрии. И какие новые используемые технологии? Это было сквозным в докладе практически каждого визионера. Не забывайте, что суперкампус – это не то, что наша самая величайшая цель. Да, в 2025 году пройдет чемпионат WorldSkills, но дальше-то должно быть развитие. Не просто вот что ленточку перерезали, провели мероприятие и забросили. Я думаю, каждый из вас может привести несколько примеров такого, когда проводились разные мероприятия, потом все это консервировалось и стояло в непригодном виде. Так вот так вот не надо. Мы проектируем то, чтобы к 2025 году каждый понимал, не только в нашей стране, но и в мире, почему чемпионат по WorldSkills проводится в Республике Саха-Якутия. Ровно потому, что мы задаем, напоминаю, цели программы, мировые стандарты в области системы образования, и мы делаем крутой экспортный вариант образования. Одной сессией, как я уже рассказывал, нашей трехдневной, ничего не заканчивается. Мы выделим область проблемы. Сегодня мы с вами поговорим про те проектные инициативы, которые вы предложите. А за границами нашей трехдневной сессии будет подготовлена дорожная карта и зафиксированы те изменения, которые необходимо сделать. То есть наше трехдневное мероприятие – это запускающее мероприятие большого программного изменения, которое состоит из различных портфелей проектов. А самое главное, я призываю каждого из вас максимально в эти 3 дня посвятить себя данной программе развития, чтобы будущее, которое обязательно наступит, от тренда нельзя уклониться, оно все равно наступит, чтобы оно мимо вас не пролетело. Ровно поэтому мы пригласили всех вас для того, чтобы вместе с вами строить концепцию суперкампуса. Правило. В каждой группе есть модератор. Модератор – это человек, который следит за групповой коммуникацией и за тем, чтобы группа максимально плотно работала с содержанием. Модератор не эксперт. Вернее, даже так. У вас такие крутые модераторы, что они, безусловно, эксперты. Но у них тоже своя роль. В этом обсуждении они не будут экспертами.
Они будут именно управлять вашей динамикой, потому что нам нужно то, что у вас в головах находится. Поэтому призываем вас к конструктивности, коротким высказываниям. Уберите, пожалуйста, из головы любые шоры, которые вас ограничивают. Когда вас просят заполнять карточки, не забывайте это делать печатными буквами, потому что в каждой группе присутствует еще такой человек, который называется сборщик. И его задача, чтобы ничего из того материала, который вы наработали в группе, не потерялось. Потому что все, что будет происходить в течение 3 дней, мы будем оцифровывать, в том числе для того, чтобы вам потом можно было отнестись к этому материалу, посмотреть, про что говорили вы, про что говорили другие группы, и какая общая конструкция вырисовывается для достижения поставленной цели. Ну и в 17:00, как я уже сказал, у нас начнется пленар, на котором у нас будет определенное количество приглашенных экспертов. Я очень рад, что Анатолий принял наше приглашение тоже присоединиться. От каждой группы, а я напоминаю, у нас 6 групп, необходимо выступить с докладом. Внутри группы вы выберете, кто это будет делать, то есть кто будет спикером. Структура доклада перед вами, она достаточно простая. Вы докладываете, о чем ваша группа. Вы формулируете ту основную ставочную конструкцию, которую вы хотите сделать. Она может состоять из одной ставки, из нескольких, ничего страшного. Вы обсуждаете то качество среды и жизни, которое вы меняете. Сегодня очень хороший был пример про то, что кофе-латте появился и изменил структуру потребления. Про общественное пространство сегодня тоже хороший был пример опять от Ирины, когда появление новых общественных пространств меняет центры притяжения жителей. Я специально привожу метафорические примеры, для того, чтобы вы внутри группы задумались, а какое качество среды и жизни меняет та тематика в области образования, которую вы для себя возьмете. Ну и, безусловно, тренды, которые вам помогают и с которыми вы боретесь. Вот такая у нас установка на сегодня. У нас сейчас время 12:28. Мы начинаем сейчас работу по группам с 12:30 до 13:00. Здесь всего лишь полчаса. Вы внутри группы уже с модераторами. Сейчас договоритесь, с какой скоростью вы пойдете, по каким тактам. В 14:00 мы вас ждем здесь. У нас будет еще 2 визионерских лекции. А в 15:00 мы продолжим проектную работу по группам до 16:30. И в 17:00 мы ждем всех здесь на пленарное заседание. Спасибо вам большое. Хорошей групповой работы. Поехали.
очень сложно идти работать. Поэтому мне очень интересно, и я рада работать в команде. Передаю дальше слово. Здравствуйте. У меня такое некое даже замешательство или как. Ну, в общем, меня зовут Колесова Вера Валерьевна. Меня сегодня пригласили в качестве... Я сама представляю общественную организацию «Родительский совет города Якутска», ну и как представителя родительской общественности города Якутска пригласили на форсайт-сессию. Мне интересно. А так работаю в департаменте по связи с общественностью окружной администрации города Якутска. У меня еще помимо этой общественной организации еще общественная организация это Центрального округа. Представляю общественные советы, курирую общественную палату. Ну, в общем, как-то так. Спасибо. Меня зовут Дмитрий, я учитель. Надеюсь, несу свою лепту, свой взгляд, потому что работаю непосредственно с детьми. Поскольку перед нами меня поставили задачу именно заниматься разработкой все-таки длительных каких-то планов, даже на 5-10 лет вроде прозвучало. Поэтому, надеюсь, смогу выразить свое мнение, свой взгляд, свой опыт. 7 лет в школе. Вот. Добрый день. Алексей, представляю Северо-Восточный федеральный университет, директор колледжа инфраструктурных технологий, взаимосвязь федерального, республика. Всем добрый день. Меня зовут Галина Солдатова. Я представляю финансово-экономический колледж и думаю, что тоже мы со своей стороны внесем определенную лепту в сегодняшние и в следующие дни мероприятия. Мы курируем 2 таких основных проекта.
Добрый день. Приветствуем участников форсайт-сессии. Мы начинаем наш 15-минутный концерт. Пожалуйста, проходите. На сцену приглашается студентка Якутского педагогического колледжа имени Степана Филипповича Гоголева Надежда Дулова с музыкальной композицией Георгия Фридриха Генделя «Пассакали». Перед вами студентка Якутского колледжа культуры и искусств Аина Сазонова с песней «Summertime». Summertime.
Fish are jumping and the curtain is high. Your daddy's rich and your mommy's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of this morning, you're going to rise up singing, and you're spread of wings, and you take to the sky. But till that morning, you're going to rise up singing. With daddy and mommy standing by. Summertime and the living's easy. Fish are jumping and the garden is high. На сцену приглашается студентка Якутского колледжа технологии и дизайна Анита Бугуева с песней «Архатын». Sayın ciğer, sayın gömüs günleri, dağla sürün, dağladıyız. Soğun atar, geri dağlar günlerin. Geriye kurun, kanada hayır. Ağlamağa yayımı kıha arkatır. Sandar sandar arızayır. Kömüs gün gehtir keme ger astı. Alğa ömür ömür kök sahir. Tığana nere, kada nere kadının. Sabattır ahım makkar. Severi dehter gödün kalıq süsanır. Subu üreli günah kuruduktan. Ağlamağa yayım kıha arkatır. Sandar sandar arızayım. Gömüs gün gehti geme ger astı. Alğa ömür ömür kök sahip.
كما كيراستي Alga inir cœur sahi Перед вами студентка Якутского колледжа культуры и искусств Милена Рязанская. Игра на хамусе. Давайте еще раз поблагодарим наших студентов.
На этом наша культурная программа завершается. Просим всех вернуться в аудитории. Приятного аппетита!
Раз, два, раз, раз. Раз, два, три, раз. Так, уважаемые коллеги, у нас небольшой режим ожидания. Мы смотрим, что у нас происходит с онлайн-подключением. Я думаю, что это займет несколько минут. Так, пока у нас решаются технические проблемы, а давайте мы с вами пообсуждаем. Я так понимаю, что в группах вы уже зашли в какую-то часть работы и что-то начали делать. Давайте обсудим, а какие возникли сложности, что, например, непонятно или с чем вы на данный момент не понимаете, как справиться. Просто в режиме диалога. Выдумать новый велосипед, если он уже изобретен. Выдумать новый велосипед, если он уже изобретен. Хорошо, хорошая фиксация. То есть на данный момент считается, что вот все изобретено, все, что только может быть. Мировые тренды известны. Мировые тренды известны. Я просто повторяю в микрофон для тех, кто у нас в зуме, чтобы было понятно, что вы говорите. Угу. Хорошо. То есть и на основании мировых трендов, по мнению группы, уже все, что можно было изобрести в области образования, это уже сделано. Это как сложность. Сложность, да. Нормально, мы же в диалоге, я поэтому и спрашиваю. Хорошо. Какие еще сложности? Для тех, кто немного опоздал, я повторю, что у нас технические сложности по соединению с Москвой. Я не знаю, смогут их решить или нет, но пока мы обсуждаем, какие сложности у вас возникли в групповой работе. Мало времени. Безусловно, у вас было только пока полчаса. Еще какие сложности? Даже комментировать нечего, да, звонки с работы, да, бывают. Мне в этом плане удобнее, мне пока никто не названивает. Еще какие сложности? Удалось контакт в группе наладить? Хорошо. Всем ли группам удалось выделить тематику, чем вы будете заниматься? Тихо. По одному. Что? Нет. Так, кому удалось? Руки поднимите. Вторая группа удалось.
общую картинку, как будто такими мазками все набросать, но говоря о том, что остановиться на чем-то конкретном, чтобы не было того, что за двумя зайцами бежишь и не достигаешь. Вот, то есть нам сейчас необходимо конкретику, да, то есть на чем мы на пустом месте все это делаем, мысль свою, что правильное русло набрать, потому что мыслей много, поток есть, но направление вот пока, ну, наверное, из-за того, что времени не хватает. Времени всегда будет не хватать, поэтому это не вопрос. Да, спасибо. У вас какой номер группы? 4. То есть 2, да, 4 с широкими мазками, понятно. 1 группа, как у вас дела? Все, 1, да, окей. 3. Кто 3? Ну, как у вас? То есть вы сейчас пока выделяете. Хорошо, с 4 понятно. 5 группа. Кто 5 группа? Как у вас? Нет, подождите. Смотрите, у нас действие образовательное. То есть, смотрите, и форсайт-сессия сегодняшняя, и стратегическая сессия завтрашняя, и проектно-программное проектирование послезавтрашнее. Оно подразумевает умение и ошибаться, и умение не понимать, что происходит, и умение задавать вопросы. То есть вы сейчас в какой стадии? Снизу пошли, вы с трендов пошли. То есть вы с образа доклада пошли. Хорошо, можно идти и так, потому что, помните, я показывал общую картинку, там было написано, как можно идти. Хорошо, окей. 6 группа? Где 6? Отлично. Ну, кстати, может быть. Ну, что-то вот пока не вижу. Ладно, хорошо. Итого, понятно, 2 группа определилась, 4 более-менее, остальные пока обсуждают. Давайте я еще раз напомню, потому что мы сейчас продолжим проектную работу. Мне сообщили, что пока технические сложности не могут решить. Тем лучше, у нас будет больше времени. А то, конечно, его катастрофически мало. Пожалуйста, не забудьте в группах обозначить тематику. То есть, потратьте на это еще минут 15, но не более, пожалуйста. И потом уже приступайте к трендам. Через тренды мы смотрим, на каких субъектов они влияют по нашей тематике, смотрим на образ желаемого будущего и какие ставочные конструкции мы там делаем. Итого, у нас должен быть сформированный доклад от имени группы, должен быть выбран спикер, и в 17:00 мы с вами встречаемся и представляем результаты работы группы экспертному борду. То есть получается у нас чуть-чуть побольше времени, благодаря техническим неполадкам. Спасибо им большое, если честно. То есть сейчас 14:10 до 16:30. У нас прекрасно. Вообще, я думаю, что все успеем. Все, спасибо большое за то, что вы пришли на лекцию. И хорошей проектной работы. Разбежались.
Раз, два, раз. Так, ну что, я рад, что все в сборе. Уважаемые коллеги, сейчас восстановится тишина в аудитории. Это почти произошло. Отлично. Ну что, мы начинаем последнее действие сегодняшнего дня. Пленар. Я напоминаю, что каждая команда должна была выбрать спикера и обсудить у себя внутри следующие вопросы. Тематика, с которой работает группа, какую ставку делает с точки зрения развития суперкампуса, возможно, какие-то гипотезы дополнительные, что у нас происходит с трендами и, в общем, все то, что вы хотели бы дополнительно рассказать. У нас сегодня присутствуют 3 эксперта, которые будут внимательно фиксировать ваше содержание и потом дадут свои комментарии. Формат выступления у нас будет представлен следующим. Группы с 1 по 6 выступают подряд. На выступление не более 5 минут. После этого мы слушаем комментарии экспертов. После этого мы даем свои какие-то дополнительные комментарии с точки зрения проектной работы. И на этом мы завершаем сегодняшний день и переходим уже в день завтрашний, который называется стратегирование. Но про это я расскажу чуть позже. Итак,
Наши эксперты. Пугаевский Александр Андреевич, заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета по аналитической и экспертной деятельности. Николаева Людмила Валерьевна, советник председателя правления АО «Алмаз Эргенбанк». И Сафронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения. Спасибо большое нашим экспертам, что нашли время нас посетить. Итак, я правильно понимаю, что это презентация группы номер 1 загружена уже? Группа номер 1, спикер от вас. Микрофон. Микрофон нужен. Так, просто обыкновенный. Да, я думаю, можно вот этот микрофон взять. Так, и кликер. Угу. Пожалуйста, кликер. У вас будет 5 минут. Добрый день, уважаемые эксперты, коллеги. Ну, это наш поиск. Давайте к презентации. Так, тема – это под названием нашего проекта MyCamp «Территория моих возможностей». Формулировка. Для чего это создано? Да, вот идея у нас. Это снижение бюджетной нагрузки, и ставку мы такую делаем. Это получается за счет создания креативных рабочих мест. Это то есть создание индивидуальных предпринимателей, самозанятых, ну и занятых в этой сфере малый и средний бизнес, в сфере креативных индустрий. И качество. В этом мы видим богатый регион. То есть это центр цифрового дизайна. Так, какие тренды? Плюсовые наши тренды. Это рост доли креативной экономики в мире. Это большой, довольно такой значимый тренд, можно сказать. Да, вот, все согласны с том, что в настоящее время идет очень большой рост доли креативной экономики. Ну и минусовой тренд, который может нас застопорить, это традиционная система образования. То, что сложилось. Да, вот. Всем понятно, то, что это является как раз... может затормозить некоторые образовательные стандарты или что-нибудь как раз в развитии современных технологий и цифровизации. Ну и вкратце все. Спасибо. Спасибо большое. У вас на самом деле еще достаточно времени, порядка 3 минут. Давайте я вам тогда задам вопрос, на который вы постараетесь коротко ответить. Я правильно понимаю, что специализацией суперкампуса, одной из специализаций, ваша группа видит тематику креативной индустрии и все, что с ней связано? Да, верно. Мы смотрим то, что вот специализация как раз нашего проекта MyCamp, это является как раз креативная индустрия, креативная экономика. Ну, в области это развитие дизайна и тому подобное, аудио-визуализация, искусство и тому подобное. То есть здесь же появляется все, что связано с кинематографом, здесь же появляется все, что связано с так называемым креативным ремесленничеством. Вы про это говорите? Да. Ну, в основном у нас большой упор идет как раз развитие цифрового дизайна. В большей степени идет. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо группе номер 1. Спасибо за выступление. Готовится группа номер 2. Я призываю выступающих стараться по максимуму использовать предоставленное время. Я понимаю, что это несколько волнительно. Многие из вас выступают первый раз. Но ничего страшного. У нас образовательная программа. Поэтому в том числе мы учимся, как правильно выступать. Ого! Так. Да. И пока группа номер 2 готовится, к нам, к нашему большому счастью, присоединился еще один эксперт. Давайте поприветствуем Соколова Нюргина Афанасьевна, советник председателя правительства Республики Саха-Якутия. У вас 5 минут. Ага. Так, добрый вечер, уважаемые эксперты. Представляем продукт нашей работы второй группы. Вот видите, у нас работа была очень напряженная, так что давайте я чуть-чуть структурирую то, что здесь написано. У нас тема обсуждения – это каждому жителю предоставим уникальные индивидуальные программы обучения.
В ходе нашей работы мы определили основные границы темы обсуждения. Это географические. Мы готовим обеспеченность кадров растущего рынка Якутии, Дальнего Востока и Арктики. Временные рамки мы рассмотрели, скажем так, 25-й, 28-й и 30-й год. Это градация, как называется, среднесрочный, долгосрочный и краткосрочный. Дальше рассмотрели модели организации. Это управленческие, локальный проект кампуса или распределенный модель кампуса, и также модели управления суперкампусом по кадровой политике. В том числе технологии в образовании. Мы считаем, что дистанционные технологии будут глобальным трендом и в долгосрочном периоде. Также у нас индустрия как потребитель. Это именно бизнес. Дальше по трендам. Тренд у нас развитие числа образовательных платформ и дистанционного обучения. Ставку делаем на квантовый компьютер. Увеличение вариативной части обучения во ВКОСах. Ставку делаем на осознанный выбор процесса обучения по специальностям. То есть это в привязке с индивидуализацией обучения. Снижение числа потенциальных студентов за счет демографической ямы и оттока населения в целом по Дальневосточному федеральному округу. Мы здесь в большей степени рассмотрели Дальневосточный федеральный округ. Ставку делаем на развитие дистанционной формы обучения, личностный бренд преподавателей и команду суперколледжа. Дальше тренд сокращение сроков обучения как потребность современной экономики. Ставку делаем на конструктор программы обучения. Рост числа самозанятых как тренд. Это ставка переподготовка, дополнительное образование, коучи из числа успешных предпринимателей и венчурный фонд. Роботизация и цифровизация производства. Подготовка педагогических кадров, ставка. Подготовка педагогических кадров сегодня для производства. Оптимизация учебно-производственных центров корпораций, больших корпораций. Ставку делаем на суперкампус, который будет предоставлять аутсорсинговые образовательные услуги. А также совместное развитие инфраструктуры обучения для корпораций. Доля студентов в общежитии будет снижаться. Это у нас как бы долгосрочный тренд. Ставку делаем на хорошую социальную инфраструктуру, доступную и комфортную среду. Тренд рост экологических требований, норм, стандартов. Ставку делаем на умный кампус, интернет вещей и альтернативную энергетику и энергосбережение. Это основные тренды. Дальше мы... Так, где у нас? Самая фишка наша. Так, вот, да. Это у нас вау-эффекты. Сразу же перейдем к вау-эффектам. Единственный умный суперкампус на вечной мерзлоте. Я первый пропустил. Это суперкампус в Якутске. Студенты собрали первый квантовый компьютер. Второе. Единственный умный кампус на вечной мерзлоте. Илон Маск у нас работает, читает лекции в суперкампусе по пятницам. Суперкампус на аутсорсинге у компании Samsung и Hyundai. Венчурный фонд суперкампуса профинансировал 50 выпускников на сумму 1 миллиард рублей в 2028 году. Поправка у нас доллары. Так, шестое. Hyundai открыл учебный центр в суперкампусе в Якутии. В 2028 году международный финал WorldSkills будет проводиться в Якутске на базе суперкампуса. Время. Так, и самое крутое. Майтона приняла на работу выпускницу суперкампуса 80 лет. Ага. И стопроцентное трудоустройство в течение 5 лет. Это устойчиво. Супер, спасибо большое. Очень интересный заход группы через вот такие вау-эффекты.
Кстати, ничего смешного в чтении Илоном Маском лекций по пятницам вот вообще не вижу, потому что это уже не то, что будущее, это уже настоящее. Если вы знаете, на Краснодарском форуме они просто завесили Краснодар баннерами «Илон Маск, мы ждем тебя на форуме». Это все разлетелось по интернету, и он принял участие уже в 2 форумах. Так что спасибо вам большое за подход вот через такие штуки про эффекты. Как они будут. И из того, что вы рассказали, очень много трендов проработано, очень много ставок. Вот с вашей точки зрения, либо команда может помочь. Выделите, пожалуйста, 2 основных. Вот на что, на какие 2 основных вы хотите обратить внимание наших экспертов и всех наших уважаемых коллег, которые присутствуют в зале? Ну, у нас тематика была, это каждому жителю предоставим уникальные индивидуальные образовательные траектории. Да, траектории обучения. Хорошо. И второе? И это у нас рост экологических требований, ну, Экокампус. Экокампус. Возобновляемые источники энергии, экологизация. Все. Спасибо вам большое. Благодарю группу номер 2. Спасибо. Уважаемая группа номер 3. 5 минут вашей славы практически начинаются. Мы вас с удовольствием слушаем. У вас 5 минут. Поехали. Группа номер 3 представляет вам нашу тематику «Суперкампус». Это экосистема развития компетенций будущего. Мы сделали ставку именно на объединение ресурсов в одном месте, то есть это сосредотачиваем лучшие инфраструктуры города, лучшие кадры, формируем именно, формируем востребованные компетенции в нашем суперкампусе, привлекаем лучших педагогов мирового уровня. Мы тоже Илона Маска можем позвать по пятницам, вследствие чего у нас выходят подготовленные студенты по мировым стандартам. И это будет не единичные какие-то случаи, а массовым явлением. Отсюда вытекает, что появляется востребованность нашего суперкампуса во всем мире. Можно, пожалуйста, дальше? Если говорить о качестве среды и жизни, то у нас получается, что мы развиваем территорию, где будет находиться наш суперкампус, пространство коллективного пользования, то есть мы наш суперкампус рассматриваем не только как территория, обучающая территория, но и использование коллективного, то есть могут приезжать и те же самые территории использовать другие колледжи или среднее специальное образование, учреждения. Создание студенческого кампуса и комфортных условий для работников, и не только для студентов, но и для семьи работников, чтобы в нашем суперкампусе было сосредоточено все наши студенты живут, наши сотрудники со своими семьями тоже живут, чтобы полностью быть погруженными именно в развитие и обучение наших студентов. И 4-е – это наш экокампус. Суперкампус представляет собой как экопоселение, да, как уже говорили. Так как мы здесь обучаем наших талантов, то есть развиваем таланты, наши будущие студенты, мы приучаем их жить как в экологической среде, то есть придерживаясь экологических трендов, мировых трендов. Мы рассматривали наши тренды ближние до 2025 года, средние 26-35, ну и дальние до 50 года. Принимаем увеличение рынка оплаты онлайн-образования, увеличение охвата комфортной городской среды, ЗОЖ в мире, увеличение здорового образа жизни в мире, уменьшение
Да, уменьшение времени профессионального обучения, увеличение интеллектуальных профессий, увеличение зеленой экономики, мы говорили про наш кампус, а также осознанное потребление туда же входит, увеличение продолжительности жизни населения и миграция в экологическую чистую среду. Это в будущем. И вы видите здесь субъекты наши, которые будут как-то относиться к нашему суперкампусу. Все? Ну, все вроде. Да, спасибо большое. У вас оставалось еще порядка 20 секунд. Аплодисменты команде. Спасибо большое. Я правильно понимаю, что основной упор вы, так же как и предыдущая группа, делаете на экологическое пространство, но при этом вы говорите о том, что инфраструктура суперкампуса, она должна быть наподобие, ну, в России, пример, это Дальневосточный федеральный университет, это отдельная зона Сириус в Краснодарском крае на побережье Черного моря, это зона Сколково в Подмосковье. То есть, когда у вас сосредоточены и преподавательский состав, и абитуриентский состав, а также еще в каком-то виде размещаются и работодатели в том числе. И все это в единой зоне, которая еще при этом воспитывает экологический подход. Правильно вас услышал? Экологический подход к жизни в будущем. Да, безусловно. И все-таки цель нашего кампуса – это выпустить уже профессионалов, личностей развитых не просто не для того, чтобы делать, варить, а именно личности развитых со всех сторон. Ну, то есть, если мы говорим языком world skills, это про hard skills, про soft skills и про future skills. Да. Да, хорошо, все понятно. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Группа номер 4. Прошу вас. У вас будет 5 минут. Поехали. Добрый вечер, уважаемые экспертной комиссии и участники форсайт-сессии. Мы 4-я группа. Как видите, мы очень обсуждали все. Так. Ну вот, наша тема – это суперкампус, территория экотрендов. Мы знаем то, что в современном мире все предприятия, в том числе и лидеры промышленных, они уделяют особое внимание на сохранение экологии. Да? И вот нашей основной формулировкой, на что мы сделали ставку, да, это на разработку и внедрение экологических технологий в условиях уникальной экосистемы Якутии. Да. Здесь получается, мы здесь рассмотрели, как ставку сделать на безграничность. Безграничность для всех возрастов – это безграничное образование, да, гендерное равноправие рассмотрели. И получается то, что основной тренд мы составили на сохранение природных ресурсов, да, и на улучшение качества жизни. И вот основными нашими трендами это является экотренд. И самое главное, то, что мы рассмотрели, то, что как бы у нас есть что сохранить, да. И мы знаем, то, что на базе суперкампуса пройдет финал национального чемпионата, да, и инфраструктура вся, которая будет приложена на проведение данного мероприятия, оно останется как наследие, которое будет развиваться в дальнейшем на базе суперкампуса. И получается, вот какими технологиями в суперкампусе можно будет касаемо нашей темы, да, обучать, это, допустим, технологии как энергосбережение, да, переработка, возобновляемые источники, это использование ветряных мельниц, солнечных батарей, да, также безотходное производство. Это все можно будет обучать как вот этим технологиям, да, как производить, как делать, как создавать, да, это все на базе суперкампуса. Вот как-то так. Да, спасибо большое. Я сначала даже немножко удивился, что 3-я группа опять про эко, но у вас, насколько я услышал, поправьте меня, если не так, все-таки немножко другое. Вы про
это правильно назвать не экотренды, это про зеленые технологии. Да, они больше технологии как бы идут. Да, просто называть вещи правильными именами – это очень важно, потому что, да, зеленые технологии, безусловно, это современный тренд. Как вы, наверное, слышали, сейчас даже вводятся штрафы за излишне углеродный след. И, безусловно, наша страна будет очень много усилий прилагать к тому, чтобы вот эти зеленые технологии запустить. Правильно ли я вас услышал, что ваша группа видит кампус как центр компетенций по вот таким зеленым технологиям и плюс предлагает для компаний-работодателей апробацию на самом этом суперкампусе в том числе? Да. Ну и также как получается то, что суперкампус это как территория, ну, как бы, экосистемы, да, ну, каких-то эко-новых технологий, она получается, допустим, это как бы тренд, это современное, да, и, допустим, иностранные студенты, которые увидя вот рекламу нашего кампуса, они заинтересуются и приедут к нам учиться, да, это получается то, что мы будем принимать у себя в стенах иностранных студентов. То есть в том числе вы нацелены изначально сразу на мировую рамку, да. То есть в том числе как-то завлекать Азиатско-Тихоатлантический регион, либо другие страны вот этим уникальным местоположением, я имею в виду и Арктику, и Мир Золотой и так далее. Да, и именно то, что вот фишка здесь будет, то, что у Якутии такие, ну, как бы климатические особенности, да, свои, то, что вот именно вот эта наша особенность, она позволит внедрить вот эти вот экологические технологии и апробацию, допустим. Хорошо, спасибо большое, спасибо группе. К сожалению, нет. У нас будут содержательные комментарии от экспертов. Но, пожалуйста, уважаемая группа номер 4, запомните этого прекрасного молодого человека, то есть и обязательно найдите его и узнайте, что он хотел у вас спросить. Нет, это крайне важно. У нас одна из целей нашей программы – это коллаборация между учебными заведениями. Мы поэтому вас и поделили таким образом, чтобы вы все перемешались, и сделали единство непохожих, чтобы у вас максимально были разные точки зрения. Поэтому обязательно общайтесь. Группа номер 5. Так, это презентация группы номер 5? Да или нет? За время пути собачка смогла подрасти. Так, это не это. У вас 5 минут. Прошу Добрый вас. вечер, дорогие участники Форсайта. Наша группа долго совещалась, очень долго думала, и мы решили выбрать одно из таких направлений, как взаимодействие и роль вендоров в создании и функционировании нашего суперкампуса. Наш суперкампус должен быть оснащен суперсовременным оборудованием. И это как бы не единомоментный момент, то есть это не когда вот при создании, при открытии суперкампуса мы поставили оборудование и забыли о нем. Это процесс непрерывный, то есть мы это оборудование должны через какое-то время по требованиям изменений, современности менять. То есть взаимодействие с вендорами у нас будет постоянно. Мы выбрали вот это направление. Так. И как бы в ходе обсуждений вот у нас как раз вы наблюдаете мыслительный процесс нашей группы. Мы шли от экспорта образовательных продуктов, вышли к конкурентоспособному выпускнику, который у нас воспитан в современных реалиях и, соответственно, пригоден для того, чтобы реализовать свой потенциал вот в вышеперечисленных направлениях отраслей экономики. И вот смотрите, посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Вот у нас вышла такая модель конкурентоспособного выпускника, на которого, кстати, вот влияют вот некие факторы, чтобы он был конкурентоспособным. И, соответственно, на эти все факторы у нас огромную роль играют работодатели и вендоры. И, соответственно, решили, что одним из важнейших факторов для формирования конкурентоспособного выпускника у нас это наличие суперсовременного оборудования, которое у нас будет стоять в нашем суперкампусе.
И, соответственно, мы видим вот такую схему, где вендор у нас тесно взаимодействует с работодателями. Это у них будет взаимозаменяемая, вот, скажем, наполняемая связь. И на это все влияет система образования. И все вот это вот работа суперкампуса со всеми вот этими игроками у нас предназначена для студента. То есть у нас мы выделили два основных игрока в наших трендах. Это студент и вендор. Как же они, соответственно, друг с другом взаимодействуют. И у нас здесь, соответственно, мы видим, что внутренняя модель вырисовывается при взаимодействии с вендорами и внешняя модель. Внутренняя модель взаимодействия с вендорами в суперкампусе – это у нас устойчивое трудоустройство наших выпускников. Почему? Потому что они обучены работать на суперсовременном оборудовании. И внешнее взаимодействие с вендорами – это запуск бизнеса новых ячеек экономики. Так, дальше у нас, кстати, вот мы тут запоздали с этой мыслью, задержались, и два последних слайда у нас, соответственно, здесь не отражены. Но я их вам сейчас озвучу, и мы выделили следующие тренды, которые у нас появились. То есть из раз, два, три, четыре, пять, из 6 трендов, которые мы, в принципе, выявили, что они у нас есть, мы выделили 2 основных. Давайте я вам зачитаю с тех, которые у нас, в принципе, есть. Как вы думаете, а вы у себя в голове продумайте, какие тренды мы бы выбрали в конце. Итак, первое – это повышение интереса к непрерывному образованию, это сокращение сроков обучения, это цифровизация образовательной системы, это внедрение профстандартов, это интерактивность, дистанционность обучения и доступность МООC образования. И вот мы вот эти вот вышеперечисленные тренды соотнесли к нашим 2 основным игрокам, то есть к вендорам и студентам, и выделили 2 основных тренда, которые имеют положительное влияние на этих 2 основные наши составляющие. Как вы думаете, какие? Давайте я сперва перечислю, которые имеют 2 минуса. 2 минуса у нас имеет доступность МООC образования, то есть и для вендора, и для студента это минус-минус. Далее у нас идут плюс-минус. Интерактивность, дистанционность обучения, внедрение профстандартов и сокращение сроков обучения у нас имеет 50 на 50. То есть для одного игрока это плюс, для другого это минус. А 2 плюса у нас имеет повышение интереса к непрерывному образованию и цифровизация образовательной системы. Все, эти тренды мы будем отрабатывать в дальнейшем. Спасибо. Итак, у нас большое. вендоры. Да, спасибо вам большое за то, что еще переходим между аудиторией, кофе-брейком и пленарным залом, еще что-то доработали. Это только заслуживает похвалы. Я еще раз хочу уточнить. Правильно ли я понимаю, что основной схемой взаимодействия вы видите вендора, работодателя и студента? И в этом случае цель вендора поставить бесплатно на суперкампус самое новейшее оборудование, чтобы студенты, которые научились на нем работать, приходили к будущему работодателю и говорили, что работать надо на этом. Не без этого, соглашусь с вами. Хороший ответ. Нет, просто из той схемы, которую вы представили, это явно следовало. То есть это так называемая схема технологического индустриального партнера. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста. И финальное выступление. Группа номер 6. У вас будет 5 минут. Я постараюсь уложиться. Ну что, добрый вечер уже. Пока у нас загружается презентация, начнем. Собственно говоря, основной темой, которую мы предлагаем на создание суперкампуса, это место, сборщик новых технологий. Что имеется в виду? Новые технологии, причем в разных отраслях экономики. Независимо это сельское хозяйство, IT, промышленность, добыча, пока она у нас еще была и как бы является важным сектором экономики на текущий момент. То есть, по большому счету, предлагается сделать суперкампус местом, где собираются все ноу-хау, которые вообще существуют на рынке, для того, чтобы это стало площадкой, которая позволяет
ну, так скажем, готовить студентов на опережение. А можно все-таки презентацию запустить? Так она немножко попонятнее будет. Вот, ну, собственно говоря, для чего вообще, в принципе, эта опережающая часть нужна? Все мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы, ну, в том числе там уменьшить косты производителю, еще что-то, необходима роботизация, автоматизация, механизация процессов. Это тот тренд, который есть, он существует, от него мы никуда не денемся. Дальше, на момент запуска включения в производство, это, естественно, требует больших инвестиций, но потом, как мы все прекрасно понимаем, косты на производстве любого вида продукции это значительно уменьшает. Ну, как бы наверняка все знают пример той же самой Toyota, когда они закладывали в свое производство максимальное количество роботов и уменьшали количество людей, находящихся на, собственно говоря, территории. Направлено, ну, здесь почему специально попросила презентацию показать, потому что здесь обозначены, кто и какие выгоды из, скажем так, этой площадки интегратор может извлекать. Начиная от работодателей, вендоров мы точно так же включали, потому что это действительно возможность постоянного переоснащения, используя, ну, как бы последнее слово техники, потому что, ну, как бы кто его производит? Естественно, производитель оборудования, материала и всего остального. И мы прописали всех заинтересантов. Студенты, работодатели, администрация самого кампуса, потому что через это можно это развернуть хоть в рекламную часть, хоть в часть сборки места технологий, хоть начать вообще задорого продавать своих студентов. Ну, как бы, ну, дальше разворачивается эта история, может, до бесконечности. Ну и, собственно говоря, поименовали, наверное, такой короткий перечень того, какие плюшки вообще, в принципе, это может принести. Это увеличение регионального валового продукта, это и увеличение рабочих мест в итоге, потому что, ну, как бы это может стать местом, где эти технологии рождаются, и дальше, ну, как бы выпускники идут на рынок не только как выпускник, иду работать дальше на предприятие, но и могу создавать свой собственный стартап, сколотить себе бригаду из своих друзей и коллег, которые у меня рядом здесь вот в коворкинге находились, ну и дальше как бы соответствующее. Дальше это можно разворачивать с точки зрения места, где может зарождаться, описываться новые условия труда. Опять же, я повторюсь, вообще не важно, в какой отрасли. Ну и, собственно говоря, в следующей части мы так немножко, да, вот в этой, расписали коротко дорожную карту, что для этого надо. Нужно просто, ну, как бы на текущий момент нужно понять все тренды, которые есть вообще на рынке с точки зрения роботизации, автоматизации, механизации, на текущий момент. То, что WorldSkills называется Future Skills, но там как бы маленькое количество всего того, что есть, а это можно разворачивать в бесконечное количество. Поименование работодателей, кому что можно предлагать, потому что это ваши непосредственные потенциальные заказчики, которые у вас потом в течение какого-то времени будут выкупать ваши собственные кадры. И дальше, ну, как бы через поименование как раз рождается то, кого, собственно говоря, звать вендором, кого звать партнером, кого звать работодателем. И дальше запускаются конкурсные процедуры. На что? На отбор преподавателей, потому что если у вас плавно перетекут все преподаватели нынешние туда, ну, как бы понимаем, да, что там как бы уровни качества нужно чем-то задавать. Задавать его можно через конкурс. Через конкурс преподавателей, студентов, вендоров и всего остального. Спасибо. Спасибо большое. Я правильно понимаю, что одной из моделей, которые вы представляете, это так называемый Future Skills, когда, исследуя все современное, что может повысить эффективность предприятий, мы в качестве консалтинга в том числе внедряем в них. Да, совершенно верно. Да, спасибо большое. Здесь все понятно. Благодарю группу 6. Спасибо большое всем группам. У нас
Первое пленарное выступление закончено. Спасибо большое всем, что соблюдали тайминг. А теперь мы послушаем уважаемых экспертов. Уважаемые эксперты, вам как удобнее? Я могу подать микрофон, либо вы выйдете, то есть по желанию. Это как-то вот индивидуально. Если хотите, можете посвящаться. У нас никаких ограничений нет. Прошу. Да. У нас сейчас экспертное мнение, уважаемые группы. Пожалуйста, я рекомендую включить диктофоны и записать, потому что вам потом еще с этим работать завтра на сессии стратегирования. Ну, во-первых, всем еще раз здравствуйте. Интересно поработали. Вот все, что здесь было сказано сейчас по 6 проектам, 6 группами, все имеет место быть. Вот. Ну, когда меня пригласили сюда и сказали, речь пойдет о суперкампусе, вот, и Феврония Васильевна меня уже давно озадачила этой проблемой, я, конечно, хотел бы вот увидеть и услышать от вас, а что же такое суперкампус вообще? Что он из себя представляет? Кого мы там будем готовить? Что мы там будем делать? Вот, поэтому все, что говорилось, оно, вот мне больше всего увлек этот проект второй, вот, что каждый житель должен иметь свое образование, и наиболее полно представлена весь комплекс таких проблемных вопросов, которые связаны сейчас с формированием нашего суперкампуса, который мы сейчас задумываем, как он должен быть организован, на каких принципах он должен быть построен, вот, чем он будет привлекателен для наших молодых ребят, которые хотят получить образование, и в то же время мы говорим о непрерывном образовании, какое взаимодействие будет со школами, потому что там уже оттуда вытаскивать ребят надо, давать им направление движения. Вот. Как я сейчас вспомнил, как я стал экономистом, поступал в авиационный институт, и вдруг мне предложили, были причины некоторые такие, говорят, ну вот давай, говорит, ты на экономический поступай. Что такое экономика, вообще не знал. Вот. И когда вышел в коридор, выбежал еще один там знакомый наш авиатор и говорит, бери экономику, бери экономику. Я говорю, а что это такое? Он говорит, не знаю, но вот такой, говорит, институт. Вот поэтому, помня вот это, я, конечно, вот эту связку школы и образования, последующее, да, и профессиональное, оно как-то должно быть ориентировано. И если мы говорим о непрерывности, то мы должны связку эту протянуть дальше на высшее образование. Каким образом мы будем взаимодействовать? Ну вот я хотел показать вам вот такую монографию, книгу, которую мы только что выпустили, еще краска не высохла. Вот. Это наша стратегия развития нашего университета Северо-Восточного, как мы ее себе представляем. Вот. Самая главная задача, которая у нас была, не впасть в фантазию. Ближе к земле и ближе к тому, что нам необходимо будет сделать, чтобы улучшить высшее образование. Но при этом все современные тренды и тенденции, которые заложены у нас уже государственной политикой в Российской Федерации в области высшего образования, мы их здесь учитываем. И также все тренды, которые у нас появляются сегодня в социально-экономическом развитии страны, мы сюда тоже включили. И мировые тренды тоже они здесь все находятся. Единственное, что у нас была большая проблема, это взять их всех вместе совместить. Ну, допустим, как 17 целей устойчивого развития ООНовские совместить с нашей программой научно-технологического совершенствования в стране. Или же с национальными целями, которые мы сегодня тоже все занимаемся реализацией, и это на будущее. Вот это довольно сложная картина, но здесь есть одна матрица большая, которая, где мы это постарались сделать, с тем, чтобы все эти вот направления как-то пришли в систему. Вот, поэтому вот сейчас я, слушая вас уже, я, значит, думал об этом. А что, значит, рождается в ваших умных головах, да, и как вы сами видите будущее развитие вот этого суперкампуса. Вот, ну, поскольку суперкампус мы ориентируемся, если я правильно понял, на среднее профессиональное образование, да, вот, и я из этого исхожу. Вот, то, значит, у меня есть некоторые, хотел по ходу сделать замечания, такие пометки. Ну, когда мы говорим о креативной экономике, мы должны понимать, что мы собираемся выпускать определенный вид продукта.
Продукт – это образованный человек, который должен обладать какими-то своими конкурентными качествами, который должен выйти на определенный рынок. Ну и первое, что возникает в рыночной экономии, насколько рынок это емкий, а сколько он на себя примет вот этих вот креативщиков. Сколько их будет? 20 человек выпускать нужно? Или, может, 100 человек нужно выпускать? По каким направлениям? И дело в том, что сейчас в любой отрасли требуется креативность в подходе к образованию, в подготовке специалистов. Поэтому вот у меня сразу здесь такое предложение все-таки уточниться вот с этим вопросом, какая емкость этого рынка будет. Ну, я, правда, здесь услышал об экспорте образования в разных тут группах, я слышал этот термин, да? Ну, а дальше так, если серьезно подойти к этому, то что это такое? Вот. Еще одна такая деталь. Вполне возможно, что у нас придется заняться экспортом образования. И даже, может быть, экспорт образования, но с тем, чтобы люди оставались работать здесь у нас на территории. Потому что у нас демографическая ситуация сегодня такова, что спад демографической волны сейчас проходит. Ну, сейчас мы все, наверное, замечаем, что количество абитуриентов у нас увеличивается с каждым годом. Мы в университете пережили вот этот тяжелый период, когда поступающих было мало. Вот, а теперь я смотрю, кто-то делает заключение, что, оказывается, сегодня дети больше идут в среднее образование, чем в высшее образование. Но мне кажется, в то же время это связано с той волной, которая идет, и университет просто не в состоянии принять такое большое количество этих молодых ребят, и поэтому они начинают растекаться по училищам и по системе среднего профессионального образования. Вот поэтому этот рынок нужно сейчас очень внимательно изучать. Эта волна еще будет двигаться несколько лет, подниматься все больше и больше и больше, а потом за ней начнется опять спад. Так что вот эти надо уточнять параметры и ориентироваться вот, и нашему идеологам нашего кампуса этого, который мы сейчас собираемся создавать, вот на эти вещи тоже обратить внимание. У нас время-то какое? Регламент есть у нас? Да, мы 18:00 заканчиваем. С наступлением экспертов еще приблизительно 15 минут. Так, понятно. Тогда я сейчас просто скажу некоторые замечания. Ну, третья группа – это суперкампус экосистемы. Ну, конечно, да, это нужно сформировать такую среду совершенно своеобразную такую. Но, с другой стороны, когда студенты, преподаватели, там обслуживающий персонал, это все вместе в одном городке, мне сразу же напомнило проблему Академгородка в Новосибирске. Хотели создать вот такой мир ученых, чтобы все ученые, а потом поняли, что так очень трудно этому поселку развиваться. Они настолько примелькались каждый день все друг к другу, что они уже и смотреть друг на друга не могут. Возникли довольно такие серьезные социальные последствия от такой обособленности территориальной. Ну, по экотрендам, это территория экотрендов, это, да, очень правильная, но вот в своей философии развития университета мы это больше относим к тому, что экотренды должны в головах людей сформироваться. Прежде всего, это воспитать нужно их, чтобы они понимали экологическую часть. Вот, теперь, значит, по поводу лучшего оборудования, оснащения лучшим оборудованием, работы на лучшем оборудовании. У нас проблема такая, у наших медиков выпускаем вот из университета на хорошем оборудовании, все, на новейшие они системы смотрят. Приезжает в УЛУС, а там ничего нет, кроме сломанного фонендоскопа и градусник. Вот, поэтому вот эти вещи, они должны быть у нас конкретно быть согласованы. Если мы хотим на лучшем оборудовании их обучать, то мы должны знать, куда он выйдет и где он это оборудование в производстве найдет. Или же он займется, да, уж собственным производством. На лучшем оборудовании учить, показать, как оно работает, а дальше каким-то способом приобретает это оборудование и уже выходит в рынок. Вот, ну, поэтому, ну, вот шестое мне, конечно, в теме этого помещения, это опережающее развитие, это правильно. Вот, но опять же надо знать, а кто потом его примет, этого специалиста, с его опережающим уровнем подготовки. Спасибо. Спасибо большое, Александр Андреевич. Ну, а так всем успеха желаем. Да, спасибо большое. Еще хотел вам отдельное спасибо сказать за некоторые визионерские взгляды, исходя из опыта. Это тоже очень полезно для нашей аудитории. И, уважаемые коллеги, еще раз обращаю ваше внимание на свежую типографскую книгу. А она есть в электронном виде, кстати?
Хорошо, но если в электронном найдете, то есть, очень советую всем профессиональным учебным заведениям ознакомиться непосредственно с этим трудом и сделать свои выводы, что полезного оттуда можно взять. Уважаемая Людмила Валерьевна, прошу вас. Добрый вечер, дорогие участники сегодняшнего мероприятия. Вообще тяжела роль эксперта, особенно если ты не из системы образования, а, собственно, мы сегодня об этом говорим, поэтому я не буду давать отдельные комментарии и свое мнение от услышанного. Попробую что-то сказать в общем целом свое, может быть, свои мысли какие-то, может быть, оно будет вам полезно для завтрашней работы, да, и потом для вообще формирования будущего суперкампуса, его наполнения. Я думаю о том, что действительно я верю в то, что человек – это главный ресурс сегодня, да, за то, за что борются все государства мира. И мне кажется, что мы вступили в такую эпоху, да, когда и мы, субъект, вроде как, да, государство, мы тоже активно смотрим в мир, да, и мы должны с ним конкурировать. Мир действительно огромен, 8 миллиардов людей живет, более 200 государств. И мы, Якутия, республика, должны поднять свои внутренние амбиции, что наш человеческий капитал и мы можем и должны конкурировать со всем миром. И здесь, конечно, роль образовательной среды, трансформация нашей образовательной среды, республики, я имею в виду и Российской Федерации, это прям, наверное, то, что сегодня нам очень и очень сильно нужно. Вы как специалисты профильные, наверное, лучше меня еще это понимаете, и нам очень хочется надеяться и верить, что вы найдете для этого правильные решения. Готовить людей просто для того, чтобы готовить, чтобы получить диплом или там удовлетворить какие-то свои личные амбиции, как это было ранее, да, это сегодня, неправильно, правильно? Да, мы готовим людей для чего? Для того, чтобы обеспечить развитие экономики нашей республики, да, чтобы потребности в кадрах и в тех направлениях экономики, на которые мы делаем ставку, обеспечить полностью и качественно трудовыми ресурсами. Здесь нужны все скиллы, я так думаю. И харды, и софты, и future skills. И 6-я группа технологий мне очень-очень понравилась. Я здесь, знаете, как бы услышала отклик японской модели. Наверное, вы знаете, Япония сейчас собирается стратегировать, да, общество 5.0. Слышали, да, наверное? Общество 1.0 – это первобытный человек, общество 2.0 – человек, который занимался агрономией, 3 – это индустриальный человек, 4 – информационный человек, и сейчас общество 5.0, как они его формулируют? Это высокоинтеллектуальный человек, который способен на технологиях обеспечить интеграцию киберпространства в физическое пространство. Какую они для себя стратегическую модель развития человеческого капитала приняли, и мне прямо это очень сильно отзывается. Нас же мало, нас всего 1 миллион человек, поэтому наша задача с каждого человека вытащить его потенциал. Он огромен, потенциал у каждой личности, у каждого человека. И такую образовательную среду, и, кстати, она тоже должна быть синхронизирована, как мне кажется, школьная среда, да, среднее профобразование, высшая наука, обязательно они должны быть интегрированы, они должны работать вместе. Я за то, чтобы у вас были общие лаборатории, общие технопарки, там, не знаю, общее пространство, где вы
могли бы все встречаться, обмениваться и находить те решения, которые очень нужны экономике. Вот. Поэтому я за технологии. Да. И вот надо их находить, и мне кажется, что вот на первых порах можно было бы базироваться на традиционных отраслях экономики. Вот что я имею в виду? Если мы возьмем добычную среду, то сегодня добыча производится на технологиях индустриальной эпохи. Ну, у нас экскаваторщики, там, буровики и так далее. Да? Мне вот рассказали вот про одно обстоятельство. Да? Чтобы провести геолого-разведочные работы, вначале что делают? Размечивают участок. А как они его размечивают? Ну, готовятся бруски деревянные, и эти бруски, ну, специалисты ходят и их как бы, ну, размечивают огромные территории. Представьте, наши на 3 миллионах квадратных километрах на арктических территориях вручную делается эта разметка. Вот. Себестоимость одного бруска 14 рублей. Но чтобы его воткнуть в Арктике, это стоит многие миллионы рублей. Да? А пора уже технологии, дроны. Дроны запускаем, дроны летают, дроны размечивают. Вот вам и снижение костов. Поэтому любую отрасль возьмите, сельское хозяйство. Перед каким вызовом сейчас находится наше село? Молодежь уезжает. Уезжает туда, где хорошо жить, уезжает в города. Да, и вы это тоже прекрасно знаете, что к 2050 году у нас сколько процентов населения будет жить в городах? 70 или 80, по-моему, да, футурологи нам обещают. А кто будет на селе работать? И селяне, руководители сел очень сильно волнуются за то, что у них рабочей силы не будет. Так я говорю, не надо волноваться, технологии, и молодежь пойдет. Молодежь пойдет, и вот я себе представляю будущее сельское хозяйство, где ходят беспилотные комбайны, где ходят роботы, которые определяют сорную траву, например, да, вот, и сидит оператор из пульта, всем этим управляет. Ну, я не знаю, я вот такое сельское хозяйство вижу. А возвращаясь к добычной отрасли, например, в Казахстане уже реализовали это. Вот, я не назову компанию, как она называется, но в интернете вы найдете, вот, которая реально добычей управляет из офиса. То есть сидят операторы, Да, возможно, возможно. Вот. Ну, да, ну, поэтому будущее за технологией. Ой, много еще хочется сказать на самом деле, да, вот про интеграцию в глобальный мир. Вот я, например, отслеживаю стратегию 3 государств: Китая, Японии и Кореи. Я хочу сравнивать и вот там и углеродную нейтральность, да, и вот зеленые технологии. Мне кажется, что, например, если мы понимаем, что в этих регионах ведется такая целенаправленная стратегическая работа, а мы их хотим видеть своими будущими клиентами, ну, например, в туристической отрасли, да? Ведь вначале же определение целевой аудитории, на которую ты ориентируешься, вот, а потом уже разработка продукта. И если они будут уже ментально абсолютно зелеными людьми, то нам здесь надо зеленые турпродукты делать, если мы их хотим, чтобы они приезжали к нам, да, и потребляли то, что мы для них делаем. То есть не то, что нам хочется и нам кажется, а с пониманием того, что они из себя представляют как люди, какое мышление, да, и что они для себя авторизуют как качество, как качественный продукт. Ну, наверное, пожалуй. Спасибо. Спасибо большое, Людмила Валерьевна. Отдельное спасибо за прям четко обозначенную модель, куда надо идти, что готовить. Я надеюсь, что нашим уважаемым коллегам это поможет. Марина Иннокентьевна, прошу вас. Уважаемые коллеги, мы немного задержимся, но это важно. То есть комментарии экспертов, они очень важны для нашей работы. Прошу вас. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо большое коллегам-экспертам за потрясающие мысли, созидательные, я бы сказала, и говоря как раз про агротехнологии, которые озвучила Людмила Николаевна, есть колледж в Красноярском крае, сельскохозяйственный колледж, такой
маленькие, традиционные, и они как раз держат курс на цифровизацию и высокую технологизацию вот этой отрасли. То есть я бы, ну, как бы это к слову о том, куда можно смотреть, меняться практиками, обмениваться. И там вот формируется сейчас такая компетенция, которую назвали цифровой агроном. Это такая дополнительная, скорее всего, компетенция, которая будет дополнительно осваиваться в рамках тех существующих программ подготовки специалистов среднего звена, возможно, рабочих профессий. То есть такие практики есть в нашей стране. Это, к слову, о том, чтобы обмениваться практиками и получать обратную связь. Что я хочу сказать? У меня, наверное, такая сложная, скорее всего, роль. Я скажу честно, до, скажем так, приезда сегодня у меня были минимальные представления, минимальные знания о суперкампусе, который планируется создавать на территории Якутии. Идея, безусловно, я слышала об этой идее, идея шикарная, но у меня не было понимания, что это будет. То есть важно понимать, да, форма и содержание, из чего будет состоять, что мы там проектируем, грубо говоря, каким образом это будет реализовываться, какие условия для этого будут создаваться, какие эффекты будут от этого и, собственно, результат. И, конечно, горизонт планирования. То, что я услышала от 6 рабочих групп, я сейчас буду озвучивать исключительно позицию с точки зрения государственного регулятора, я обязана это делать, да? Ну и с позиции эксперта, возможно, тоже какие-то мысли постараюсь озвучить. Огромное спасибо коллегам за то, что все-таки услышали утреннее мое пожелание, то, что я обозначила, это отнестись все-таки к государственным механизмам регулирования системы среднего профобразования и, в частности, отличия СПО от профобучения. Короткие программы от программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. Я это услышала. Спасибо отдельное за то, что услышали и озвучили повестку Федерального Министерства просвещения, направленная на сокращение сроков обучения. Мы понимаем, что это объективно нужно, важно, и это задача приоритетная в нашей сегодняшней повестке в рамках работы Департамента госполитики СПО. Это я услышала, а также я услышала, что касается содержания, вот, ну, что касается вообще наполнения контента достаточно. То есть я даже не буду, наверное, отдельно озвучивать какие-то моменты, элементы. Буквально все элементы, которые мы вкладывали в формирование стратегии развития системы СПО до 2030 года и в стратегию Quick Wins, да, так называемые быстрые победы до 2024 года, я это увидела. Ну, во всяком случае, увидела те тренды, они не забыты, они каким-то образом обозначены. Я имею в виду это в части формирования контента и содержания программ подготовки. Что бы я хотела отметить, наверное, это не как критика, это ну, просто такая обратная связь. Я не услышала про механизмы, каким образом будет формироваться эта структура суперкампуса. То есть я просто обозначу, это будет бюджетное финансирование 100%, или это будет с участием. Много было про вендоров, да, сказано, много было сказано про партнеров, но не было обозначено механизмов. То есть я так понимаю, что это на уровне обсуждений. И это программа 3-го дня, да, там будет в том числе заход на это. Пока у нас исключительно, то есть образ будущего и видение. Понятно. Поэтому да, я, скорее всего… Хорошее замечание, оно абсолютно правильно. Спасибо, что… Не услышала, да, потому что для государственного регулятора важно понимать, какими механизмами будет это формироваться. Второй момент. Мы все очень много говорим про потребности работодателей, про синхронизацию, про прогнозирование кадровой потребности. Я сама работала в Министерстве науки и профобразования, тогда это называлось, и мы формировали цифровую платформу прогнозирования кадровой потребности, запускали эту идею,
работает эта система, не работает, я пока не услышала ответа, но я не услышала про, ну, как бы в повестке не было озвучено вот этой задачи, как синхронизация с потребностями работодателей. Почему так случилось? Потому что, ну, как бы этот вопрос уже исчерпан, или он избыточен уже, или мы поняли, что это, ну, как бы это не работает. Ну, то есть вот хотелось бы мне, наверное, получить какую-то обратную связь, потому что в рамках повестки подготовки кадров это такая важная история. В целом и в общем, я думаю, для первого подхода очень даже неплохо получилось. У меня появилось какое-то представление. Единственное, я все-таки обозначу такой момент, у меня все-таки, ну, остался образ таким неосязаемым. Ну, я поняла, что примерно хочется сделать, я поняла, есть образ, я поняла, что есть даже задача на, скажем так, интеграцию в какую-то глобальную мировую повестку, включая там гендерное равноправие, да, какие-то такие вещи. Это здорово, это безусловно важно и нужно, если мы хотим интегрироваться в там, мировое сообщество молодежных направлений, но пока у меня нет, ну вот я не могу сказать про форму. Содержание есть, да, примерно. Завтра и послезавтра у нас как вот на этот скелет нанизывание мяса, а в третий день вдыхание вот этого оживляющего духа. Отлично. Я тогда буду очень ждать и ожидать, наверное. Да, мы вас очень рады будем видеть. Мы всех экспертов приглашаем по возможности вашей присоединяться и завтра, и послезавтра, как раз в том числе, чтобы наблюдать за той групповой и содержательной динамикой, которая проходит в группах. Спасибо большое. Какие-то элементы я для себя пометила даже как задачи, наверное. Спасибо большое. Круто. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Нургума Афанасьевна, вам слово. Добрый вечер, коллеги. Ну, я выслушала всех выступающих, да, хотела бы все-таки отметить то, что форсайт-сессия сегодня прошла не в рамках заложенных уже в разработанную концепцию суперкампуса, которая, насколько я знаю, уже на завершающей стадии подписания, утверждения. Да, и тут рабочие группы выложили свои видения суперкампуса. Не совсем может быть согласованный с тем проектом, концепцией, который имеется. Так, но это нет предела к совершенству к тему, да? Значит, из того, что сегодня было услышано, я бы хотела отметить то, что действительно, значит, замахиваетесь на более высокий уровень, это прикладной бакалавриат, наверное, уровень, да, когда вы планируете, что студенты, обучающиеся этого суперкампуса, разрабатывают свои технологии и в будущем внедряют их в производство. Так, это очень хорошо, но я абсолютно не соглашусь с тем, что, значит, для, конечно, такого высокого уровня будет проходить какой-то жесткий отбор, и туда будут отбираться в суперкампус абитуриенты. Так, потому что среднее профобразование в первую очередь это действительно доступное образование. Кто-то здесь говорил про безграничность, да? Поэтому хотелось бы, чтобы суперкампус наш с вами, он был доступен для всех. А для того, чтобы профориентация правильно проходила, да, чтобы и родители, и школьники, да, и работодатели имели дорожку в этот суперкампус, что, соответственно, академическое партнерство, индустриальное партнерство здесь должно быть в первую очередь. Про академическую, к сожалению, я не у всех услышала. Значит, были наметки в плане сетевого взаимодействия, да, но почему бы и нет, вот эту вот мысль развить и дальше. Значит, ни одного слова не было про социальные функции колледжа. Да? Сегодня мы все-таки отмечаем, что какой контингент идет и какие-то государственные гарантии будут предоставляться этим студентам, да, для того, чтобы развивать свои компетенции и в будущем пойти работать, так, зарабатывать деньги. И отсюда, опять же, да, то, что заложено было в идее суперкампуса, это когда, значит, приходя к нам абитуриенты, студенты, они на протяжении срока обучения накапливают эти компетенции, создают свои стартапы. Мы знаем, что стартапы 80% они провальные, если не 90%, да,
И на протяжении этих 3 лет они как раз-таки должны набить шишки и к выходу иметь какие-то свои идеи, наработки этого бизнес-плана будущей своей деятельности. Так вот, хотелось бы, чтобы в следующие 2 дня у вас была возможность вот эти вот направления развить. Так, ну и напоследок, наверное, да, так, хотелось бы, тут, наверное, еще, опять же, экспертное мнение Минпросвещения необходимо будет. Да, мы планируем вроде как сокращать количество ФГОСов, соответственно, давать возможность больше вариативности в связи со сроком сокращения. Да? Ну и, соответственно, КЦП у нас конкурс будет, бесплатных мест будет разыгрываться, наверное, не по специальности, да, а по направлению. Так, и внутри этого УГС, укрупненной группы специальностей, как и в бакалавриате, соответственно, должна быть индивидуальная траектория каждого обучающегося, когда он накапливает свои компетенции, которые ему в будущем будут необходимы. Ну вот, спасибо большое за внимание. Спасибо вам большое. Отдельное спасибо за фиксацию на предпринимательский фокус, на стартапы, которые учат нас ошибаться. В ряде групп это было. И это очень хороший замах как раз на то, чтобы суперкампус в том числе был и предпринимательский, учил предпринимательским функциям. Уважаемые коллеги, спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим наших уважаемых экспертов. Вот. Спасибо вам за первый день. Он прошел очень насыщенно. Я надеюсь, что вот сейчас вот вы с такой вот головой немножко отдохнете. И тех, кто у нас участвует в вечерней программе с 19:00, мы ждем на тему команда образования. Я извиняюсь за то, что мы вас задержали на 10 минут и немножко выбились из тайминга. Спасибо вам большое. До встречи завтра в 9 утра. Завтра в 9 утра. Не перепутайте. Всего хорошего.